Что, может, фильм посмотрим? Фильм? Да. Блин, сейчас постримить надо. И игру будем стримить. Lords of Fallen. Souls like Lords of the Fallen. Там начальная заставка ведет в курс дела. Ну давай. А меня не видно? Не. Нет. О. Так, сейчас... Что я хотел сделать-то? Видно же. Не, вот тут самое главное, чтобы не было видно. Видишь, вот тут. Зелимхан опять же по-французски говорит. Это все, короче, настоящие примеры из разговоров. Они почему-то все время Зелимханом представляются и чеченцами. Ну, видимо, распространенное имя, как Ваня, типа того. Они просто чеченцев боятся, видимо, цыгане. Считают, что все чеченцев боятся. Чеченцы. Они, короче, по номеру телефона пробивают геолокацию, там, про тебя фамилию твою, там, узнают все, короче. И этим пытаются напугать. Типа, ты вчера шлюхам звонил, твоей жене, короче, скажем, там вся хуйня, типа. А он над ними угорает просто. Какая же хуйня. Ну, короче, еще, блядь, заставляет их извиняться там в конце. Типа, а ладно, я же понял, что, типа, вы, наверное, в тюрьму звоните, короче, да? Хотите денег заработать? Давай, типа, я как понимающий, типа, тебе скину. Ты просто извинись за то, что меня пытался наебать. Ну да, в тюрьме сидим, типа. Извини, пожалуйста, да. Абалача, да, пес. Я твою, как, что-то, домовую книгу ебал там, или что-то такое, блядь. Это у них, типа, прикол, что они же, получается, родами живут. И, типа, в домовой книге, типа, все записаны. Что-то такое. И там в комментах, типа, что за домовая книга, почему они ебут все время? Типа, они с ними разговаривают, что нужно его найти, чтобы он на камеру извинился, короче, убить его нахуй. Пес, какие-нибудь типы, блин. Так. Ну, конечно, с Вольновым никто не сравнится. Хотя он, блядь, черт ебаный. Как оказалось, да? А чё? Я вообще не знаю, кто это такие. Вольнов? Ты не знаешь Вольнова? Пранки. Ну, такой ебальный Петроля. Зеленый. Бля, иди Вольнов, ты его по-любому знаешь. Ты... Блин, а что мне с интернетом вообще? Какая-то хрень творится. Кое-как подключился. Жесть. Это Так. говорит то, что не время для стрима. Стрим не вытянет. Вольнов набери. Я его, блядь, ну вообще давно в этих интернетах. Вот этот, блядь. Он вообще давно в этой хуйней занимается. Типа разводами всякими. Видео даже у него были, типа то, что давай поехали, ну давай типа, поедем, встретимся. Там, видео с этого, с городской камеры. Он как-то их Здорово, бандиты. О, привет, Арсен. Здорово. Так. Бандит. Звучит он, конечно, как крипово этот Колоныч. Он у меня вообще жестко старый. Всяко разно, блин, помехи Че в какие-то. покемоны играть будешь? Какие покемон? Ну да, я скачал. Pal World. Я когда узнал, что он есть в этом геймпассе. Короче, вышла игра под названием Pal World. И это, по сути, покемоны с автоматами и пулеметами, короче. Короче, ты вызываешь какого-нибудь там, грубо говоря, похожего на Пикачу покемона, а он стака, короче. И там стреляется, короче, с другим покемоном. Это, короче, максимально упоротая игра. Наркоманская.
анимационная. Even Или exile to another realm could not Такая, да, silence the визуальная стилистика, fallen такая god типа forever. анимационная. And Ну, in как еще time, такое сделать? Adir's malignant influence pervaded the world once more. Алексей, как In дела? his hunger for vengeance, Adir orchestrated the return of his Урощук. demonic army. Light was swallowed, and with it, hope, Это хорошо. a new. А, погоди, а чё звук-то? А, я же поменял, да? Да, вот так вот сделаем. Will indeed come to pass. Вот. But only they who shun the light in order to fight the darkness possess the power to defy a god. Не, Лёха не тут. На вебке появляться. Чел на драконе, блин, по игре, как Фредер нахуй, блядь, каждый раз появляется. М? Ну на колонке. Я могу потише вот так вот это сделать. Во, вот так вот сделать. Сейчас. есть. Так, норм, ага. Ну, короче, сюжет такой. Ты играешь за лампоносца, и с этой лампой ты должен погасить и очистить маяки. Их там 5 штук. И весь мир поражен какой-то хернёй вот. Они все вот это вот. Короче, тотальный кобздец происходит по всему миру. Ну и потом еще, когда ты умираешь с этой лампой, ты переносишься в мир призрак или что-то в этом роде. Умбра-мир. То есть это та же самая реальность, но как бы призрачная. Ясно. Да. Пойду просру. О. Играть меню. Это еще средний. Поехали. Смотри, просто людей закрывают. Просто всех убили, Давай повесили. запускай покемонов. Да покемонов потом. Нахуй эту хуйню. Ну, я хочу эту хуйню пройти. Остальное ничего. Шпиеха. Развлекай давай. Что она делает? Блин! Что-то... Как он... Ай! Блядь! Гляди еще на подъемный пошел. Да она под бафами какими-то излишними. Надо их сначала снять. Нет, просто эту механику знаю. Ну, против нее еще не сражался. Впервые вижу. Блин. Ну да, уже третий день. Бля, я горю, сука. Блин, я уверен, я... Фу. Бля. Я подожди. Хочу ауру странную снять. Все, пизда тебе, тварь. Ох ты, нихуя. Где она? А, блядь. Это...
Ну, чё? Нормально. Осудили. Речь одобрил. А мы осудили. Так. Точнее, Twitch одобрил, нас осудили. Куда пойдем? А сколько у меня семья? Так, ладно, поставим здесь костер. А ты сам играл в этот Pal World? Или хотя бы видел, может быть? Как в него играют? Я еще ничего не видел. Ну, я думаю, сегодня запущу. Там, не знаю, пару-тройку часов поиграем в этот, потом пойдем в Pal World. Сегодня первый рабочий день после длительного отпуска. А. Блин. Чё за фигня? Warhammer, который типа этот классический, он примерно вот такого, да? Птица там творится. Да, оситами. Да, оситами захвачена территория, примерно такие, наверное. Блядь, ну, типа... Им типа пик не хватило, они насадили 4 головы на одну. Они такие, блядь, давайте экономить, ребят. Надо пространство как-то экономить. Я понимаю, типа. Мы убили кучу народу. Ну, давайте как-то это будем разумнее, так сказать. Вы ли не хотите, типа, дрова рубить? Нет, нет. Волки населенного пункта? А, понял. И раз череп вместо. Да, не мне придется уйти вот странно. Блин, а тут... Господи, это странный мир. Чел! Да там типа стена стоит, блокирует урон. Блин, тупые игровые условности, я чуть не умер. Не, а как они так за стеной оказались, что ли? Забор просто.
геймпассе благодаря забору. О, тундра. Что у меня? Они их как-то вообще мотивируют тему тем, что они просто убивают всех и, блядь, поджигают все. Блин, такая потеря строения. Никогда не понимал эту тему. Типа в средних веках они, когда вот захватывают новую территорию, что-то в этом роде, поджигают здания и там прочее. Просто зайти, убить всех и уйти. Но фильм все время все поджигает. Я не знаю. Ой, блядь, твою мать, сука. Он из астральной проекции меня вырвал, сука, в астрал. Когда я лампой зырил, он, короче, на меня обратил внимание и вырвал тут. Ой, нет. Демек. А? Эктоплазм. Наверное, я не знаю. Большое количество. Может, они очень долго воздерживались. Я не знаю. Микрофон чуть ближе к нему подвинь. Что рассказывай? Нормально все. У тебя что, как дела? Да, чат видим. Да, может. Ну, трек на балу. Или только голосовой канал. Да не, нормально. Может и так писать. Лёха читает, что. Я тоже. Да вы прикалываетесь, что ли, чувак? Сколько? Ну, по-моему. Ай! Блин, наплодили бомжи. Ай, да ну. Видел видео с Парпищенцем? Устал стримить. Да, видел его так. Да, да. Конченый типов.
боевки, когда танцуют, только чтобы можно было прокачиваться, ну так, по-нормальному. То есть, например, изначально у тебя скорость движения персонажа, его тела, она типа не прокачивается все больше и больше. И точно. А, кстати, по типу такого есть? Под реализм сделанная, типа средневековая тема. Там где самурай с лысым, Не, там, короче, типа тоже монстры есть, вся херня, но там, короче, жестко. Там не можешь... там надо прям меч поднимать, бить, вся херня. Она насчет удара, демоник или что-то такое называется. можно будет именно удары лучше, когда изначально просто минимальный мастерство ударов. Поэтому быстрее. А, типа управление простое, там по нажатию кнопки. А реализм имеешь в виду, типа, в визуальном стиле, что ли? И визуально, и- то есть не здесь как А, реально. ну, есть повреждения, Да, какие-то. по пару типа есть, которые просто упускаются. Там, то есть ты Ну, примерно такую механику с реализмом в плане повреждений практически реализовали в одной игре. Киран Шангер называется. Стрёмная игра. Там есть тебе могут ругать, оттяпать ногу, там что-то. И от заражений ты умираешь. Там. Ну, в плане, типа, а как другую механику какую-нибудь направляют существа. Так, вот, как называть? блин, какая сака. Отъебись, будь добр. Напоминает мне DMC. Алло, вас не слышно почти. Убавь звук и игры. Ща, подожди. Блин, а как жить в этой игре? Ёбаный пиздец. Мне... Не, я ухожу. Почти сдули. Сваливаем. А еще у нас будет получаться. Это немного пустым. Как координация будет мешаться. Рост. Это все будет мешаться. Ну, естественно, все команды Ухожу. Хм. Надо было. Не, ну вообще... О, с повреждениями там и так далее. Это будет круто. О, Господь всемогущий, я выбрался из этого кала. Вот просто, наверное, проблема в том, что такое реализовать очень трудно в техническом плане. Ну, я не знаю, да. Ну, или это слишком как-то, ну, Это же может быть академия. Это можно было а, там эта фигня с увеличением скорости. говно. А, я сгорел. Такая скорость переступления. А, я умер. Сейчас я попробую звук прибавить. Тихо, подожди. Блин, какая мразь. Звук, наверное, я смогу прибавить только с помощью вот этого. И, наверное, лимитер стоит убрать. Не. Вот так лучше? А, ну да, игру потише чуть просто сделал. Ну, вот так чуть-чуть потише сделал. Ну просто, блин, по подобной механике вообще
Странно, что они встречаются в подобных играх. Ну-ка, Алексей, что-нибудь про бубны. Блять. Ололо. Не-н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 е. Нормас, окей. Все, я пробегаю. Я просто ухожу отсюда просто. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. А. Блин. Мразь такая. Так. А, тут опять в игру улетает. О! Сидит, отдыхает. Так. Ты кто вообще? Лучше бы в Valorant сыграл. Ну, Palworld... А, я же говорю, Palworld я сыграю, но чуть позже. Где-то часика 2-3 поиграем в эту. Алексей скучает сейчас. Ну, блин, ему вообще как бы игры не интересны. Блин, тихо. Ты чё, мудак, что ли? Пиздец. Охуеть. Этот персонаж, он кто вообще? Оживленный мертвец. Типа, И чего он хочет добиться? ну ему тупо дали указания. И все. Типа, туши лампу. Ну и из вариативности ты можешь, типа, не тушить лампу, которая раскидана по всему этому миру. Вот видишь, вот красная. Вот одну я вот очистил. Сюжет как в чем? Типа, вернуть баланс в мир. Максимально простой. Мне нравится мне эта хуйня. На... Надо, чтобы как-то сюжет раскрывался. Чтобы история какая-то была. Вот видишь, типа эти разрабы, они максимально наименьшие это точки сопротивления идут. Просто знаешь, что у подобного жанра типа, ценится не сюжет, а чисто это геймплей. Да. Дерьмо, короче. Ну, а так надо сказать вообще, типа... не знаю. А почему ты по одним и тем же лесам пробегаешь постоянно? Бля, вы заебали нам. Ну, потому что так рух построен. А, я умер. Понял. Ну, игра такая. Типа жанр такой, слушай. Он, как бы это сказать, когда ты умираешь, ты отлетаешь на последний костер, который, в котором ты побывал, где ты можешь отдохнуть, поднять левел и там прочее. И чтобы продвинуться дальше, как и по игре, чтобы прогресс был, тебе нужно, ну как бы, дальше пойти по тому пути, по которому ты идешь. Ну то есть как построен уровень. И все. До следующего чекпоинта. Здесь прогресс не считается такая история. А ты бы как делаешь? Сюжет. Типа, ну просто там сохранение не там точно. Если ты А, знаешь ты это. про это? Ну, Да нет, здесь же все, блядь, под эту хуйню заточено, то, что типа умираешь там нет. Экспертное мнение от Алексея. ты выглядишь. Какие серьезно наверстывающие, какие говно. Почему?
говно все. Вообще ни одного стоящего нет. Марвел сериал. Почему? Ну, потому что так снимают, блядь. Блять, гондонская мразь! Просто ушатал меня. О, держу. Тихо. Тихо, тихо. Локи тоже говно. А мне казалось, Локи тебе нравится. Нет. Нет? Опа, погодите, погодите. Вот этого ублюдка беспокоить не хочу. Ванда Вижн такая была, в принципе, неплохая. А, блин, перепутал. Эй! Так. Ну я не нашел еще материала для прокачки вам. Фильмы тоже все хуйня. Первые нормальные были, остальное все хуйня. А там где вот это вот. Я даже половину не смотрел. Сериалы я вообще почти не смотрел, можно сказать. А эти фильмы новые тоже вообще нихуя не смотрел. Не, погоди, а Доктор Стрэндж с этим, где это была злодейкой, алая ведьма. Тоже хуйня. Не понравилось. Ну тот момент, когда она типа начала. Ну, это фан-сервис просто. Блин, я не помню. Ну, в принципе, пацаны. Бля, пацан тоже хуйня. Лунный рыцарь Нормоти. А вот Лунный рыцарь пиздец шляпа. Я не знаю, мне вообще мало что нравится. Я кое-какие моменты из Лунного рыцаря видел. Мне просто, знаешь, что показалось? Чё? То, что они просто очередного тут хуй сделали. И типа того. Ну да. Типа оно, блин, людям нравится. Типа, ну, и вот, давай сделаем очередного. Не, артхаус тоже говно. Что за что? Че говоришь? Что за что? Что ему нравится? А из этих? Где эти вот глубокомысленные старые фильмы, типа Зеленого слоника, где подумать можно? Да. Аквамен 2. А, насчет Аквамена, в первой части, там бой вот этой королевы в начале, он был хорошо поставлен. Там, где динамическая камера летает вокруг персонажа. Вот это было неплохо. Марвел. Блин, Марвел. А, не, я такое не видел даже. Не, я видел отрезок из этого, кстати, из Вечных. Не, Не понравилось. Мисс Ну, чисто Марвел, при- Вечная, я это все не видел. Все вот новые Я сериалы, тоже которые не видел. выходят, я ничего не видел. Там, короче, был отрывок из файта. Это чисто как эти. Дохуя суперменов дерутся друг с другом. Типа так это выглядит. Где это было? Вечно. Типа спидстер ебашит с суперменом. Типа такого говна. Ну а так, да, комиксоидных этих. Мне кажется, переизбыток этого, знаешь, на закатном рынке. Ну, комиксоидных героев. Скоро она. Да, я говорю, меня спрашивают, такое себе, мне мало чего нравится. Людям нравится, мне не нравится. Ну а так я бы сказал, что переизбыток этого. Неуязвимый стальной рог. Да, не идет. Тоже хуйня, блядь.
Что так опасно прыгаешь? А я, кстати, смотрел как подачу. Что-то знакомое. Ну вот я тебе рекомендовал. А, точно. Мы же с собой начинали его смотреть, нет? Ну я тебе первую серию сказал, когда это... Ну, это мультик, который. Да, да. Он хороший. Интригующий там финал был. В этом царстве подачи. Нам понравилось. А? Как себе? Нет, конечно. Блин, ты о чем вообще? Тут такого нет, Арсен. Напряженненько. Сука! Как много огня за квадратный метр. Не какая у нас стрелка? А, понял. А, блин, он под бафом еще. Да где твоя... Нет. Так. Ладно. Она так настойчиво меня хочет убить. Ай, еб... I know it's not easy. You've taken me recent times. I will teach you something very special I've had since I was a little girl. When I А, ну, блядь. Так, типа ловушка? Да, ловушка, блядь. Сука, ебаная. А, погоди, я начинаю понимать, что вот так эта ловушка работает. Если рядом с этой хуйней валяется дохуя вот этих засилков подобных. А то, что текстура ушла в лестницу, это типа описывает с ним то, что он призрак, да? Призрак. Да охуеть, блядь, все это вот так протекает и будет. Да, ну вот так нормально. Все горит, затмение там. Это гидра. Да не, конечно, я такой записал. Точно. Людям нравится. Не понимаю. Ну, не знаю, челлендж. Когда как, типа, обычно, ну, точнее, не то, что в обычном, в большинстве игр просто ты бежишь от точки А до точки Б, грубо говоря. Потом ты
вами там дерешься? Короче. Подталкивает дальше. Да, было чего, короче. А? Да, было чего. Ай-яй-яй. Да ну нахуй. Господи, боже мой, вот же. Или что? Не так. Здравствуй, там. А, это тот чел, который... Да-да-да. Согласен. Во время диалога получать урон может? Вот это трогать не надо. Убьет. Господи, можно выдохнуть наконец-то. Еще я думал, ты подольше. За что? Порадовали новый Казахстан. Почему здесь там? Какая игра, такое имя? Какое-то неуважаемое имя для вообще не понимаю, что это. Так, сейчас провожу. Недалеко.
Ага. Отже, Осман, беремо. О, літає. Потримав коні. Так. Погоди, а что если я вот так вот выйду? Блин. Так, так. А, нормально, хорошо, звук есть. Звук есть, все окей.
Так, раз. Ага, звук хороший. Можно игру погромче сделать. Себя потише делать или нет? Ладно, пока так оставлю. Твою мать, они насрали. Смотри, как много мин. А, тихо. То есть даже так не активируется. Ну, ладно, пока рассмотрим другие варианты. Посмотрим, какие еще руты есть. Ну это ловушка же, да? А, нет. Просто лединская шляпа. Да, попробуем одеть. Выглядит прикольно. Нет, не так. Мельхиор, я иду за тобой. А это смерть, да? Нет, тоже не смерть. Кто бы мог подумать. Так, тогда восполним запасы потихонечку. И попробуем попытать удачу на этой стороне пока что. Что тут есть? Привет, Флимли, здорово. Звук микрофона, надеюсь, нормальный. Что, снова балдеж играет? Да. Микрофон вроде норм, хорошо. Ну я просто шумоподавление убрал, плюс лимитер тоже убрал. Стоит, смотрю. Слушай, что в Морнстеде дела плохие. Но это, столетиями там творилось безумие, резня. Настя, поговорили, братан. Centuries of before this, really. Whatever boot, but it's your bird. Never turn to someone. Whatever, but it's your. Never turn to someone. Окей, ладно. Так, ну вроде бы можно сходить забрать мои души. Ну, что там еще есть? Ну, пойдем позырим. О, ну нормально так душ. Хорошо. Это мне нравится. О, новая краска. Это хорошо. Блин, меня тут хвост смущает. Такое дерьмо. Так. Во, так лучше. И давайте цвет. О, окей. It's okay. Лук окровавленной мести. Блин, а я только
А я только что лук прокачал. Тут брони в игре, конечно, очень много видов. Одна возможность самых сильных сторон игры. На любой вкус есть. Ну еще то, что цвет менять можно. Прикалывает. Твою мать! А, ну огонь. Малые осколки. Так, тут ничего. Кастомизация радует, конечно. А так, по-моему, помнится, в какой-то игре была такая тема, что ты мог просто визуально поставить какую-то другую расцветку и все. Ну в принципе, по-моему, в Балдере такое было или где-то еще. Точно не помню. Но почему-то у меня в памяти эта игра оказалась какой-то Souls-like игрой, не Балдер. Окей. Подобного рода шорткат открыл, да? Хорошо. Ладно. Там ничего нету. В принципе, можно возвращаться. Где-то было, да, вот тоже помните, что где-то было. Но точно не помню где. Сегодня еще помимо вот этой игры поиграем в другую. Называется Pal World. Это про покемонов. С автоматами, пулеметами, пистолетами. Я ее скачал уже через Game Pass. Посмотрим, что она себе представляет. Да. Спасибо, Арсен, за Game Pass. Благодаря Арсену как раз таки можем играть новиночки всякие интересные. Да все в него играют. Типа видел, как она вообще? Выживачи. Там прям крафт, все вот это вот дерьмо, да? Я тоже не особо люблю подобные игры. Но чисто за счет того, что там типа покемоны с автоматами, заценить стоит. Ну это типа Вальхейма или Conan Exiles. Просто не ты строишь здание или твои рабы как в Конане, а покемоны это делают. Ну, покемоны тоже могут быть рабами. Интересно, эта игра кого-нибудь оскорбит? Оп, Pal World этот.
Ну вот поэтому и хлопанул. Все шутят, что нужно играться в рабство покемонов, пока Nintendo их не засудил. Чем хочешь? Угу. Ничего, все, чё? Ну, я думаю, юристы Nintendo максимально стараются найти повод их засудить. Но я думаю, вряд ли у них получится, потому что они бы тогда уж смогли бы засудить Дигимонов там и всех остальных. Мне кажется, это очень жидко. Максимально вряд ли. Боже мой. Как я выжил в этом Вьетнаме. Просто. Блин, я не понимаю. Да. Окей. Так, что там? Ну, существует еще как минимум парочка других игр, типа покемонов, и их не засудили, это есть Дигимоны, есть еще спин-офф от Dragon Quest, чисто как покемон один в один. Есть две инди-игры, одна из них Cassette Beast. Ха. Так что, может, они не смогут придраться, потому что монстры типа дизайн похож на покемонов. А геймплейная игра совсем другая, только с виду похож дизайн. Понятно. Блин, насколько она абсурдная может быть эта игра, интересно. Мне кажется, она может быть супер абсурдна. Ну, вот эта вот игра про Palworld это. Там, кажется, может творить вообще жесткую дичь. Устроить своего ряда, ну, рода тропику. Стать тираном своего островка, так сказать. Своего тропику. Да. Им только повод дай. Как во всем этом пиздеце они думали, что я смогу как-то читать вот это вот, слушать эти диалоги? Это же вообще, по сути, практически нереально. Так, давай-ка вниз.
Так. Так, да, попробуем вернуться обратно. Там как будто бы я могу что-то сделать. Или нет. О, понятно. Блин, у меня мало хп. Ебать! Так. Я, пожалуй... О! Оно... Прикол в том, что эта игра есть бесплатно в Game Pass, но несмотря на это в Steam она уже побила рекорд по онлайну и входит в топ-10 игр за все время по Steam. Это да. Видел эту новость. Удивительно. Ну и как бы намек на то, что это все как бы, да. Скорее всего, дети раскупили. Мэм, купи, пожалуйста, мне игру. Дай денег. А чё ты хочешь поиграть? Ну, игру про покемонов, ничего такого. А, ну, ладно, хорошо. Сынок, а почему твой покемона пулемет, блядь? Что-то мне мешает ходить. Привет, енот. Здравствуй. Моя барба. Моя барба. Бля, я как будто бы, знаешь, не могу повторить то, как я говорил тогда. Мою борьбу. Ебать, я вот, да. Был не раз и не на луну. Играть в эту игру по волчьи выть. Так. На самом деле все дети в Fortnite и Roblox, а Pal World играет только. Да-да, скорее всего, ближе к правде. Блин, ну ты чё такой бык нахуй? Меня убил маленький хуй, блядь. Классно. Да. Ну сегодня еще одну игру поиграем, енот. Покемонов этих с автоматами, пулеметами. Pal World называется. Мир приятелей. Приятельский мир.
Чудесный мир. О чем задумался, мудак? Бля, ну какая ж тупая хуйня. Ты меня просто свой... Блин. Он меня своим лицом танканул, но. Тихо, тихо, тихо. Да ёбана. Ну. Да нет. Нет. Нет, тихо. Да. Как же герой любит. Блин, да я же у ворот. Нажал. Боже мой. Какая сака. Вот это ты был. Да ну ты меня еще убей. Ну серьезно. О, допотопную забила, наконец-то. Прокачка лампы. Вроде прикольно, а вроде бы так себе для любителей покемонов пойдет. Посмотрел обзор, что-то вроде так и сяк. Ну вот на Pal World надо делать обзор точно. Игра на хайпе. Надо о ней молвить слово. Только сначала надо поиграть хорошенечко у него, конечно. Норм, не норм. Ark Survival. Блин, она как Ark. Я видел Ark. То есть там маунтишь этих динозавров и как бы это. Да я хуею, товарищ. Добавишь ресурс, строишь всякое такое. И с покемоном место, понял. Блин, ну точно надо оценить эту игру.
Ну что поделать, я уже завел Force of Fallen, так что играем. Ну, до какого-то момента поиграем. Пойдем, потом пойдем. Покемонов порабощать. В кандалы заковывать. И стрим назовем Пикачу освобожденный. Или что-то в этом роде. Или 12 лет в покеболе. Я вывел Визин игра. Элвест игра, шутер слэшер, но вроде вышла в конце 22-го. Я в него чуть-чуть тоже играл, но она мне как-то не понравилась. Ну, может, сейчас стало более-менее норм. Не знаю даже. Сейчас у разработчиков такая вот ублюдская привычка доделывать игру после ее выпуска, после ее релиза. Так что, возможно, она доделанная уже нормально. 12 друзей Пикоушен. Не, какие еще страсти бидрилы? Или как еще назвать-то можно стрим? Чтобы было связано с фильмом про рабство и нетерпимость, вот это вот все. Горбатый покебол. Хен, ну это лучше, чем раньше, да, быстрое покемонное чтиво. Но это лучше, чем раньше, до быстрого интернета в нулевых годах у разработчиков была привычка просто бросать игры недоделанными. Ну, золотая середина вот как раз была где-то вот, ну, между. Когда, ну, просто нормальный релиз делали, а потом просто патчили игру. Ну, я сказал 12 лет в покеболе, да. Что еще? Блин, лестница в Австралии. Так, а что-нибудь другое есть? Какой-нибудь другой путь? Может, я где-то пропустил какой-то. Ну тут было что-то, да. Ну, тут что-то как-то жарковато. Огня нет в Австралии. Понимаю. Пикамистат. Блин, как он? Это какой фильм? Пикамистат.
Например, в 2003 году вышли RPG-шки Temple of Elemental Evil и Lionheart. Обе от разработчиков первого и второго Fallout. Так, ща. Да. Фак. Амистад. Ну, вот этот фильм я не видел. Опа. Лупецкий. Меч падшего лорда. А, ну охуенно. Хитбоксы захвата, конечно, в этой игре, да. Я только вчера говорил об этом. Ну, конечно, давай, давай. Ломай меня полностью, как говорится. Как кокон от чая. А, да ну не дрюкай, игра, не дрюкай. Не, стал 4 головы пройти в плаге Реквием. Уже Реквием. Его первую часть пройти. Там история хорошая. Надо бы до конца ее отыграть. Реально годная игра. Я просто ухожу красиво. О, все. Отлично. Так, перемещаемся сюда. И у них кончились деньги на средние разработки, и по сути они выпустили обе игры в ранний доступ. Ты играешь в Lionheart, пол игры и все супер, а потом во второй половине просто пропадают все квесты и персонажи абсолютно, и все, что остается, это 10 часов бить монстров, чтобы набрать уровень, подходящий убить финального босса. И это не считая огромного количества багов. Ебать. Ну, да. Даже надо было вот такую херню сделать. Тот камень, он выглядит несколько иначе, но я не знаю, что это такое. В детстве я жила в приюте, и одна очень добрая женщина по имени Айрис подарила его мне. Это было до того, как меня нашли священные стражи. Я чувствовал себя такой одинокой и напуганной, но Айрис помогла мне преодолеть страхи. Я потерял тот камень очень давно. И вот он снова нашелся спустя столько лет. Жаль, что я не могу сказать то же самое в приюте Айрис. Окей. Прокачан. Так, теперь прокачаем лампу.
Чего? Regain Soulflay Charge while in Umbral? Не понимаю. Представляю ваше внимание, ебало. Пиздец. Как этого пацана-то звали? Забыл уже. Нет. Типа Гена или что-то там вроде. Гуго, да. Вот Гуго. А так, да, сейчас идеальный вариант, если есть терпение, то играть в игры только года через 3 после их выхода, а полное издание уже с скидками со всеми DLC патчами. Ну, вообще, типа, да, такой вариант самый такой нормальный, по сути. Ну, я устойчивость к ужасу поставим. Chosen bearer of the lamp, like you until her embrace. А так что еще? Не, ну был период такой нормальный, более-менее, когда игры выходили, ну, с минимальным количеством багов. Было же такое время. Ёлы-палы. Ёшки, было же такое время. Оскверненная пехота. 4091. Ну, блин, а он крутой. В принципе, прокачать его может, да? Я с ним буду ходить. Так, это у меня плюс 5, да? Давай попробуем прокачать. Ну, в принципе, у меня камешки есть. Сколько? 4, да? Ну он уже, по сути, мощный. Священный лук. Так, и давай используем. Во, так. Да, он намного лучше моего. Да, берем. Пойдет. Ну даже не Хьюго я его назвал. Точнее не Гуга, а Хьюго я его назвал, этого парня. Хьюго босс, да. Блин, у меня много всего. Очень много всего. Так, давай посмотрим. Характеристики силы, живучести, инферно. Сияние инферно. Так, кольцо с окровавленным зубом восстанавливает здоровье после убийства врага. Кольцо со сломанным зубом восстанавливает здоровье и заряд для вырывания души после выполнения ужасного удара. Наносит дополнительный урон от огня и истощения. Запятнанное кольцо бывшего владельца позволяет вкладывать сияющие чары с помощью катализатора, не являющихся сияющим. Блин, тут очень много предметов, которые для магов типа. И амулетов 0. Да, как-то жидко. Мало всего и все. GG.
На английском его вроде так и называют в игре, а на французском и русском по-другому. Это как с этим Kingdom Come Deliverance. Там тоже такая тема была с именем главного героя. Да, Генри, Индриш, да-да-да. Индриш! У нас он будет по-нормальному, Генри. И в то время, типа, остальные, типа, такие. Индриш! Блин, сука! Вот это подстава. Надо было здесь поставить. Ну ладно, могу себе позволить. Да, чешские польские, да. Мать твою! Так, окей, сейчас. Ща, потанцуем с ним. Постараюсь его убить с первого раза. Dark Paimon, привет. Как игра? Ну, игра прикольная, но... Она... Знаешь, в чем? Она в духе старых этих игр. В духе старых Dark Souls. В нем горишь как мразь. Игра сложная местами. Сильно сложная. Но она того стоит. Good enough, good enough. Ну, буду так. Пельми. У нас его будет звать Жопшиш. Да. По ногам бить надо. Спит, сидит. Так, он огненный, да? Тогда надо заготовить... Что шумит? Непонятно. Так, святый. Наверное, истощение. Ну, проверим разные эти штуки. Кладка, темный камень. Увеличивать уровень инферно сияния, чтобы получить дополнительные сведения. А что он делает вообще? Не знаю даже. Кроличья лапка увеличивает показатель нахождения предметов. О, щет. А толку с него я вообще не понимаю. Пускай вместо этого тут будет... Святой урон. Ну тут было кое-что другое, что... во! Оберег от огня, повышенная защита. Во. Да. И давай-ка я сюда мешочек поставлю реально. А сюда... Вот. О! Яд! Наелся и спит, да. Какая здоровенная мразь. Смотри, сидит. Ты играет, что ли? Он, сука, играет. Боссы в игре первый раз проходишь? Да, первый раз. Боссы в игре для меня не показались сложным оказался топографический единицей. Ну, были моменты в игре, которые мне показались сложными чисто из-за того, что некоторые боссы сломаны максимально. Стрёмный дизайн, конечно, у этого босс. Мать моя. Сука. Блин. Окей, я понимаю.
Блин, казалось бы, не должен дотягивать. Ну, доходить до меня урон. Это что за дерьмо? Да ебать, а как? Наверх подняться. Блин, пол это лава. Давай святой урон. А что это сделал? Это не святой урон? Нет, нормально. Ваншот. Я понимаю. Да. Осветил урон и умер, да. Я проходил с алебардой, которая падает с босса, где болото, но она не отравление понравилось. С ней по итогу и прошел игру. Я понял, да. Ну я могу достать эту алебарду, но я как-то больше вот с этим, с кулачным. Ну как-то больше понравилось. Скорость хорошая. Скорость радует. И сбивает с баланса очень даже бодро. Рил. Блин, слишком много лишних движений. Фак! Давай, говнюк. Я в говне. Ага, понимаю. Ну да, конечно. Да что за... Блин, слишком рано нажимаю. Волдарик играл? Да, играл. Не прошел до конца. Так, блин, задушила она меня. Слишком длинная, слишком такая, не знаю, слишком много всего. Открытый мир мне как-то не особо этого в этом жанре. В подобных играх мне нравится, когда грамотный левел дизайн построен в плане того, что каждая локация на чем-то отличается и там прочее. Типа в одной локации ты можешь сорваться легко, там больше платформинг типа решает. В одной, ну допустим, яд, типа какое-нибудь сраное болото там прочее. Третье, ну, огонь везде и там прочее. Ну, как-то, не знаю. Когда вот каждая локация представляет себе что-то особенное, и там мобы везде, типа такие другие. Это прикольно. И, казалось бы, в Волдене тоже это есть, но оно мне как-то там не особо сильно понравилось. Но оно мне лично прям как-то не особо зашло. Я все хочу как добить Элден. Он прям как у меня как незакрытый гештальт. Я там люблю играть Souls.
Да ебать, да я нажимаю! Пробел, сука! Игра, ну какая же хуйня. Понятно. Только не болото, пожалуйста. Ну а так, конечно, блин, болото, это, блин, такая раковая опухоль в подобных играх. Вот что-то другое бы придумали, я не знаю. Но знаешь, вообще, вот если говорить о каких локациях стоило бы что-то новое типа представить, это в принципе платформенные моменты актуальные всегда, мне кажется. Попрыгать там прочее, это прикольно. Оставить, ну, в игре прыжки и сделать какой-нибудь платформенный момент там после первой локации. А третий, там, вместо яда, ну... Что-нибудь типа... Вот хотелось бы что-нибудь типа такого, что как-то вот локация типа вот прям глобально бы менялась, ну, по мере того, как ты проходишь. Ну, скажем, от костра все нормально, а потом, когда ты начинаешь бежать дальше, там типа какие-то разрушения происходят, там прочее, и там что-то вот должно тебя все время подгонять, типа бежать вперед, что по сути челленджем будет тот момент, что тебе не удастся даже всех мобов там зачистить до конца уровня, чтобы получить нормальный опыт и так далее. Ну, тьма, да, кстати, тоже хорошая тема. Да. Если бы Элдарик так сделал, как кишка, игра была бы имба. Да, а так душит эти повторения, от чего Локи теряет смысл. Да, там все время очень много этих мобов, там прочее, все повторяется и так далее. Как бы уникальность дизайна боссов там теряется со временем, когда ты начинаешь видеть их как обычных мобов и там прочее. Кал какой-то. И так я делал по принципу больше болот. Богу болот. Да. Больной ублюдок любит болото. Ну ёбана, блядь. Нормально урон нанес. Твою мать. А? И куда? И что делать-то? И что делать-то? А кого еще делать-то? От этого увернуться можно было? Да что за бред вообще? Он просто атомную бомбу взорвал или типа того. Надо было стрелять в него, очевидно. Но что-то я, да, мандраж словил. Святый Боже. О, хороший урон.
Блять. Как он заебал так перекатываться? Ну давай, блядь, еще ударь меня. О, боже, да сука. Не жадничаем, не жадничаем. Да блин, ну, сука, ебаная анимация, можешь прекратиться нахуй, когда я нажимаю пробел, ебать. Бля. Понимаю, нахуй, понимаю. Я уж думал, у него паттерн поведения этого удара одинаковый. То есть он, я думал, веером просто вот так сделал, вот так и вот так, типа. А он, оказывается, сука, в меня именно целится, блядь. Охуеть. Ну, я, типа, ну, не подозревал этого прикола. На, блин, пожалуйста. Можно? Спасибо. Ай, да иди нахуй, я... Да ебать, не то. Как он любит садиться на жопу. 2000 урона. Да за что? Понимаю, блядь. Ну, а почему бы и нет, да. Такой же ты дохуя хитрый, блядь. Я хуею просто. Блядь. Ой, блядь. Ой, нахуй. Ой, иди нахуй. Просто иди нахуй, блядь, ей-богу. Я думал, он там... Ай, боже, сука. Я думал, он только там взорвет. А он, оказывается, просто всю арену взрывает. А у меня боеприпасов не было. Да пиздец. Малышка на миллион, блин. Просто как я... Так, ладно. Хорош гореть. Сконцентрируйся. Все будет окей. Да ё-моё. Я ему в жопу прям залез практически. Ой, какая хуйня, бля, пизда, блядь, ёбаный в рот. Беги! Ты иди нахуй! Сука! Где я, блядь? Ну вот я уже здесь! Ну почему я взорвался буквально? Она меня просто за пяточку тронула. Я Ахиллес, что ли? Ну что это было вообще? Я даже не пропитан бензином. Ну как это? Я не понимаю. Почему сейчас я так умер? Ну что это было вообще?
Почему игра рандомит мои смерти? Это что вообще было? Почему я взорвал? Я не понимаю. Да как жить? А как жить? А как жить-то вообще? А как? Блин, а почему я взорвался? Я не понимаю, блядь. Ну и хуйня. Ой, бля. Я не понимаю. Спасибо за клип, Флим, блин. Беги! У меня фулл хп, и я просто взорвался. Фулл хп. Фулл хп. Фулл хп. Я просто взорвался. Чё вообще, блин? О чем эта игра вообще? Там, смотри, когда он заряжает каст, идет полоска, чтобы она не набиралась, нужно спрятаться за стеной и желательно отойти. Спрятаться... Мне даже в голове не было мысли о том, что мне какая-то стена спасет от этого атомного взрыва. Ладно, если бы какая-то анимация, локация была бы, типа, ну, как, выжигается все вокруг, но за стеной там, типа, нормально все. Да блин, пожалуйста, полечись. Мать твою. Да чё-то у тебя есть стрелы, мудак. Ну типа оказывается есть что-то.
Блин, гондон. Ну мне пизда. Охуеть. Ай, гондонское животное просто. Это надо такой... Чебатя. А чего такому буконьку? Ай, никак не да? А, не быстро не нога такой. Хорошо. Да, так. Что-то мне даже хочется луки прокачать на максимум. Характеристики живучести. Надо поменьше говна всякого. А, вот, снимающие ожоги, твою мать. А эффекты святости, ну, точнее, вот всяких солей ставить на невозможно, наверное, да? На лук. Хера себе сальтуху. Блять. Ну давай. Ну ты гондон. Окей. Давай, мудила. Да ебать. Что это? Что это? Что это? А, понимаю. А, анимация блядская, сука. Охуенно ты меня скинул просто.
Тупое животное. Блин, просто никчемыш говна. О, господи. Эта музыка не горизонт. Возможно, она заполнит дыры в мире. Я пойду за ней и вырву ее из воздуха и принесу домой. Она не так уж и далеко, совсем недалеко. Окей. Воспоминания презрел. Но я думаю, костер недалеко. Ставить семя как-то затратно будет. Нецелесообразно. Да. Господи. Очень ублюдский босс. Но легкий. Просто, блин, вот понять механики и окей. Такие боссы хорошие, да, когда, типа, вся их сложность зависит, ну, точнее, состоит из того, что просто нужно понять, как его убивать. Так, давай. Можно, в принципе, упороться в ХП, но такое себе. Давайте лучше в урон, наверное. Но тут такое себе. Лука скверненного. Вес тоже уменьшается. Ну, кстати, увеличить выносливость норм тема, как будто бы, да. О, хорошо. Окей. It's very good, very nice. Very good, very nice. Жалко его вот это вот ублюдское тело не остается здесь. Я бы станцевал на его трупе. Это было бы мило. Типа таунт там какой-нибудь, знаешь. Подходишь его к трупу и типа глумишься над его телом. И потом у тебя копился грех от того, что ты глумился над убитым врагом или типа того. Было бы забавно. Или вина, или там, не знаю, как это еще. Это было бы забавно. О, господи. Огнедышащие бомжи. Ну что это такое? Старый монстрский большой меч. Найс. Блин, тут уже все перестал гореть. Пепел вокруг. Ой, из пепла поднимается. What the f... Что это было?
Да ёб твою мать, стена. Так, что тут у нас? Опа. Он какой-то и суетной, да? Понимаю. Так, подождите, что это? Почему до сих пор не подобрал? Так, пока 7 ставить рано. Не так уж это и далеко. Ну хотя отчасти, в принципе. Если считать то место сложным отрезком, то можно было бы поставить. Сколько у меня? 3,7. Нормально, хватит. Воу. Да. Нормально ты меня вырвал. Что? Чё? Почему я упал? Это что вообще было? Ногу шлямаю. Упали. Ай, блядь, нет! Типа карма настигла. О, боже мой, как же их там немало. Давайте вот просто... Бля, я как ёпта росомаха нахуй, пиздец. Да что это? Да ну нахуй. Ай, да иди нахер, а!
Ну классно. Да, ну, блядь, не то. Да ёпта, стена! Господи! Какая же она мразь. И где она? Так, надо вырвать, успеть. Умри. Блюдское животное. Так. Короче, ладно. Попытаем удачу. Да ну, блядь, ну. О, какой он здоровый. Я просто пробегу, пожалуй. Вот так-то лучше. Отдыхай. Фу. Блин, это было напряжно. Так, ну, в принципе, подожди. Власть Адыра. Уже вторая власть Адыра. Давайте переместимся. Хотя давай еще сначала улучшимся. Так, еще подойду. Так. Так, ну в принципе я знаю, где такие камни находятся. Может попробовать там побегать. О! Элегантная записка от Андреаса. Че это?
Я отправляюсь в морозное владение Кинрангра. Надеюсь, что тебе хватит смелости последовать за мной. Отыщи ветряную мельницу в той разрушенной деревне в Красной Роще, ведь рядом ты найдешь вход в то место, которое явно является неотъемлемой частью пути, предназначенной тебе судьбой. Не поддавайся страху, который является позорным признаком души менее достойных. Твой друг в трудные времена Андреас Изаба. Окей. М. Chosen bearer of the lamp, like you I serve. Да. Оружия у меня реально много. Мгм. Так, дубликаты все продадим. М. Вроде продал все дубликаты. Ага. Кстати, у меня же еще глаз был где-то. Гиганта. Ага. А что? There is no more which plagues those Titanic of the fact that to sully our world. Хм. Блин, ничего себе, храм какой. Колокольня, гробница. Ветряная мельница Красная Роща. Вот отсюда надо идти, да?
Блин, как так локация называется вообще, которая высокоуровневая была? Памятник. Диетер. Вообще не помню. Может, храм? Не знаю. О, я тут не был. Да, я в храме не был. Безумный палец. Ух ты. Понял. Это не то. Останки Валерина, слепая Агата. Может, это? Все равно ломается. Блин, что я делаю? Или я могу, в принципе, переместиться? Надеюсь, энергия остается. Да. Так, тогда чё вообще? Деревня, святилище, колокольня, порт. I may have been, but so many yet.
life and sometimes, but and they. О. Ля. Сто 60 урона. Так, а у меня есть? У меня нет. Но, в принципе... Hello again, friend. А, кстати, он продает эти. Так, давайте пойдем. Офигеть. Нихера ты хилишь, ты паладин? Обалдеть. Да ёб твою мать, сраный. Да и ты выжил еще. А, блин, классно. Упал. Унижающий снаряд. Унижающий. I cannot help but feel like this only leads me, leads all of us further from Orius's light, not closer to it. Exactly, there must be some other way. So you deem my guidance injudicious? No, I know soul of greater significance than the world entire, and all other souls upon it. For one whose family name bears the shame it does, Isaac, you exhibit an unfortunate tendency toward recalcitrance. I would be discontented if the hubris to which your brother succumbed was confirmed a familial sin. Look to the damnatory skin you carry, Paladin, for that is your true burden, not the umbral lamp.
О, большие осколки. Отлично. То, что нужно. Так, только вот мне... Да ты издеваешься. Привет, ты стал. Здорово. Понимаю. Ладно, в принципе, просто душу заберу. И норм. It's okay. It's okay. Так, кстати, надо бы мне переместиться обратно и прокачать фляги Эстаса, если это возможно. Да. Найс. Че, как она, как дела?
Так. Ща. Окей. О, тихо, тихо, тихо. А? Кто? Ну чё? Охереть. Понятно. Ух ты. Да, ну на. Больно. Темненько ли? Подожди-ка, Тёмка, подожди. А, ну да. Четко. Прекрасно просто. Ай, блин. Так.
Да хули ты не ломаешься? Боже мой. Да ебать. Ясно. Понимаю. Ясно, ясно, ясно. А тут есть где-нибудь сохранение? Ясно. Вряд ли. Чё-то тяжко. Понимаю. И я пришел к началу. Да, налутал я, конечно, там душ нормально. Ну какой ценой? Ну, в принципе, шорткат открыл. Хорошо. Ёб твою мать, одна штука всего лишь. Как так-то?
Ё-моё. Так. А кого я хотел купить? Арбалет мощный. Кольцо торговца. Вот тут. Hello again, friend. Да. Так, теперь давай переместимся сюда. Ну классно. Ну, в принципе... Мне сюда и нужно было. Сплота рунное сближение. Раз. Your coffers overflow. Your influence has never been greater. And your every little desire and indulgence are fulfilled. As you deserve, as it should be. And while there are those who look upon us with contempt, call us decadent, callous, depraved, these are merely the ignorant and envious whinings of the irrelevant. And what you have achieved so far thanks to my guidance, that is merely the beginning. Так. Фулл хэппи. Ну конечно, ну да, блядь. Рук.
Так. Блин, этих клумб тут много. Ну. Кушать-то. Офигеть. О. И ключи от темных шахт нужны. Так. Ну, в принципе, поставить можно. Так, ладно, сейчас будем играть Palworld. Как раз 3 часа прошло.
Now, ladies and gentlemen, for your dining and listening pleasure, live from high atop the Manhattan Towers, we proudly present the heart-stirring sounds of Dan Amos and the Maranatha Moodmakers. I guess you aren't expecting no resurrection too soon. World doom, that story's got to be bunk about that trumpet tune. Cheese on the moon, but won't you peepers get the creepers when you realize it's all happening before your eyes? Oh my, you'll cry as we wave goodbye to you. Now all is well, 'cause there ain't no hell below ya. God would have a lot of nerve to reserve that hot spot for ya. No, y'all won't bring the temperature down 1 degree simply because you don't believe. Oh my, you'll fry as we wave goodbye to you. Yeah, God's a laugh a minute with his funny book, but friend, I take a second look. All that you're reading there is gonna come true. Even Clyde, in spite of you, know you won't get to heaven just by living right. No, you won't. Day and night, no craving for a haven to release you from the sinner's plight. Uptight, heave your face and got salvation with an open heart. That Jesus, he's gonna do his part. Oh my, you'll fly as you rise in the sky. Oh my, you'll fly as you rise in the sky. Oh my, you'll fly as you rise in the sky with you.
Ой. Предфришмит. Боже мой. Так, где Pal World? Пал. Так. Мгм. Имаджинировал лица готовцев, когда Pal World продался 4 миллиона. Да им насрать, наверное. А почему они должны охереть от этого? Ну, к ним это как-то вообще относится? Не, просто игра без рекламы и какой-либо уходит в Early Access, такой успех. Просто знаешь, в чем его успех? В том, что у него сеттинг необычный. Просто они такие, типа, зырки у нас покемоны с автоматами, АК, пулеметами, морпит, все такое. Это слишком, как бы, ну, прикольно, чтобы мимо пройти. Вот люди пробуют и все. Да. Но... Ага. Мне сразу предупредили, что игра может быть калом. Такие типа. Игра может быть багованная, чувак. Но это окей. Надпись такая. Игра багованная, скорее всего. Будет некорректно работать. Но ты это. Не парься. Так и должно быть. Так, ну все, ну окей. Область обзора 2.90 поставим. Так. Общая громкость игры на максимум. Да, it's окей. Так, ну чё. К совместной игре код приглашения. Ну, я, скорее всего, просто начать игру нажимаю. Это, видимо, Арсен уже играл. Но я создам новый мир. М 12 лет в покеболе. Кстати, так и надо назвать стрим. Или
12 лет в покеболе или... Да. Или... Как еще? Какой покемон? Какого покемона можно назвать освобожденным? Пикачу слишком несозвучно. Что-то типа Джанга должно быть. Псайдак освобожденный, давайте напишем. Так, совместную игру можно, сложность обычную. Все обычно. Для игроков, имеющих опыт симуляторных выживаний, отчаянная борьба за выживание на острове Палпагос. Все настройки игрового баланса стандартные. На месте смерти вы теряете предмет снаряжения и ресурсов. О, окей, окей. Сайт вообще крутой, да. Окей, погнали, погнали. Так. Угу. Ха-ха, ниху, ну, да, такая прям. Тип 2, тип 1. Чё за... Ладно, давайте, в принципе... Понимаю. Да, понятненько откуда, да. Так, волосы. Да. Не, ну тут все 18+, я думаю. Хуй? Вот это да. Реалистичное лицо. Так, волосы. Не, ну вообще. Не. Это в принципе женское лицо. В принципе. Ну, знаешь, такое, типа, ну... Типа, милфа. Да. Окей. It's okay. Так, размер торса. Вот! Чего, блин, серьезно? Сейчас! Да я же ультра урода могу сделать. Ужас. Окей, так, цвет глаз, цвет бровей.
Так. О, это будет великолепно. Да. Это вообще жестко. Да барана Романтан! Японна. Ну, я думаю, Netflix одобрит. После начала игры вы не сможете отредактировать персонажа. Функция изменения персонажа будет добавлена в последующих обновлениях. Ай-яй-яй. Нормально. Так, тут только вот лицо надо бы еще. Так. Во, нормально. Это слишком хорошо. Всё. Видимо, случилось кораблекрушение. Разбилась галера. Ну, корабль. Древо хранит истину. Окей. Да, каменщик из Зельды. Это вот... Это по сути игра как вообще? Что она себе представляет? Она... Это Genshin Impact? Древесина. Или больше реально как Зельда. Записки странника день один. Вы нашли заметки другого путешествия, посмотрите его запись, можно на экране настройка. Катива. Ля какой? Чики-пики. Чики-пики, блядь. Окей. Мамурест. Ну, как я понял, это клон Геншин, то есть Зельда плюс ферма, симулятор со стрельбой по мобам, ну, из покемона винегрет, короче. Ну, интересно. Ну, ты маморест, да. А где книги? Я нашел на берегу загадочное устройство, оно похоже на так называемый электронный гаджет, не имеет причудливый современный дизайн. Похоже, оно может делать снимки, записывать относящуюся к ним информацию, может оставлять здесь свои исследовательские заметки и загружать сделанные на острове фотографии.
Я играю книгой. А сколько у него листов? О. Так, ну, мне... Давай пойдем туда. Мне как будто бы туда просили пойти. О, сундук. Полсфера, золотая монета, маленькая душа пала. Душа пала. Нейронок ты боишься. Холмы ветров. Ну это чисто реально как это, да. Быстрое перемещение, очки технологии 1. Дробовик ничего. Ты не из этих мест, да? Я это и сразу вижу, от тебя не пахнет палами. Расслабишься, тебе крышка. Вот возьми скорее, изготовь себе какое-нибудь оружие. Древесина. Примитивный верстак. Окей. Угу. Откройте экран технологии из меню и разблокируйте доступ к технологии Палсфера. Так. Технология. Палсфера. Изготовьте палсферу. Осколок ползиума, древесина и камень. Ну окей, давай погнали. Солнце высоко. Ты выглядишь мило, конечно, но... Мясо ламболла, шерсть. Я просто убил его. Оказывается, я добываю камень. Я вот только сейчас увидел, что там слева штука есть. Осколок палзиума. Окей. А у меня оружие не ломается, я надеюсь? Кажись, нет. Так, и древесина нужна. Чики-пики. Мне нужно мясо, чики-пики. Красная ягода. Яйцо. Найс. Камень. Забыл. Волокно. Окей. А дерево вообще не ломается, наверное, да? Или ломается? Но пока как будто бы нет. Окей. Так, по-моему, я собрал все, что мне нужно. И теперь я смогу создать себе палсферу. И поймать первого покемона. О, кирка. Так, давай сначала палсферу. Угу. Атакуйте пала, чтобы его слайдить, а затем поймайте его, бросив в него. Ага, понял.
Это, конечно, хорошо, но сначала я, пожалуй, создам себе кирку. Да и она, наверное, как-то побольше урона наносит, я уверен. И поймай бы какого-нибудь нормального пала, типа не барашка там какого-нибудь. О, ползем. Вот. А давайте я еще себе сделаю спал-сферу. Че мелочиться реально. Угу. А, ты смотри, у меня, кажется, ограниченный инвентарь по весу. Хорошо, хорошо. Так. И древесину под конец. Так, давайте вот это дерево, которое мы долбили уже. Так. Что это? Древесина? Втык делает мне. Блин. Я не злой, ты что? Я свою семью не кошмарю. Ужас какой. Так, и полосфера. А, древесины не хватает. Окей. Верим. Вот хорошо. Что верить? Так. Ремонтные наборы. Так, наверное, топор крутая штука в плане урона. Так. Давайте. Надеюсь, тут рядом есть какой-нибудь Пикачу. Я хочу себе Пикачу. Блин, не хочу себе петуха, реально. Чё за... Я просто петуха убью. О, вон он! Котейка, котева. Возьму котеву. Поймал. Пока находится под рукой, несет вещь хозяина. А ты почему убегаешь? Вы не можете полноценно использовать палов, чей уровень превышает вас. Ваш. Их эффективность снижается, пока уровень игры не сравняется. Понял. Приказы палом. Покормить палом. О, кормим, кормим, молодец. Ну, давай еще ягодки поешь. Вот, молодец, молодец. Погладим его. И давай еще. Надо его подхилить. Вот он какой-то это. Улучшить характеристики персонажа из инвентаря.
Улучшение характеристик. Ничего себе. А пока просто вес будет у меня. Вместимость инвентаря как будто бы важно. Так, теперь. Наверное, какого-нибудь... Ну, это вторые, третий уровень. Хотя этих просто убью. Четвертый уровень. Мощно. Так, атака. А потом повысим, наверное, выносливость. Так, откройте экран технологии, разблокируйте доступ к контейнер для палов. Так, контейнер для палов нужно. Блин, шустрый такой. Так. Технологии. Контейнер для палов. Так, 2 древесины не хватает всего-навсего. Ну, как раз у меня топор для этого дела. Отлично. Так, ну что, пошли. Погоди, вот так вот создать надо. Так, оно что-то тут не создается. А где его поставить можно? Слишком близко к другим сооружениям. Ну, окей, допустим, давай сюда. Строится, смотри-ка. Задание. Построить деревянный судок, выпустить палов работников на базе. О. Тюгатянь. Гонка, да. Потом поехать. Потом. Загляните в контейнер для палов и призывайте на базу желаемых палов. Хорошо. Так. У нас код работает. Так, нужно рабочих. Чики-пики, чики-пики. О, еще один котела. У меня, короче, чисто будут кошки.
куда? Куда стоять-на? А. Ну как будто бы, да, поймал. Нормально. Бля, чё так темно? Охереть темно. Мне кто-то звонит, что ли, что это какая-то помощь? Ёп, ты холодно. Я умираю? Так, откройте инвентарь, тап, нажмите использовать год. Так. А как кушать? А. Поймайте 5 палов. А как мне сделать костер? Ладно, я тут пока посижу, наверное. Тут тепло. А, технологии, наверное. Так, костер. А, у меня, в принципе... Да, мне технологий же много. Лоу. Старый лук, стрелы. Деревянный сундук. Ремонтный стол. Набор для строительства, кровать. Соломенная кровать для палов. Ремонтный набор, ткань. Так, кормушку. Тканая одежда. Тревожный звонок. Тканая одежда. Нифига там древо какое. Недостаточно материалов, древесины.
А, мне просто подойти забрать надо. Ё-моё. Окей. Так, фундамент. Окей, ну давай построим дом. От этого можно избавиться? Нет, да? Блин, хотя... вернуться к выбору постройки. Треугольная стена. Так, ну чё, пойдемте дерево. Дерево, дерево. А. Господи, эти каторжники работают над камнем. Так. Нужно ящик поставить. Да ладно. Так, а где там было? Приказы палом. А почему эти палы не добывают древесину, только камни? Непонятно. Так, они же еще у меня должны носить мои вещи. Что за нахер? Ладно. Ну давай выкинем пока что камень.
ты, мать твою. Так. Так, пока что тогда вот здесь все скинем. Сейчас. Так. И сходим за камнями. О, я горю. Я, мать его, горю. Так. А, я голоден. Блин, еще кормушку надо сообразить. Привет, Машрум. Здорово. Рассудок у них даже есть. Уже съел человека, пока нет еще. Что такое возможно? Если да, то это великая игра. Настройки безопасности. То. Включи блокировку. Пароль. Ничего себе, пароль даже можно поставить. Едрить, они сбором начали заниматься, вы приколяете? Скорость работы. Ничего себе. Так. Слышал, эту игру хотят запретить, серьезно? Да. Ну это тупо, если честно. Что тут запрещать? Ну типа по рофлу люди, да, шутят по этой игре. Ну типа говорят. Симулятор. Типа рабство, там вся херня. Ну блин, ё-моё. Это ж нихуя не правда. Ля, дом. А, так, теперь еще и кровать, точнее, дерево надо. Блин, а мои челики могут пойти и, ну, охотиться там? Я хз. А, оружие ломать все-таки. Блин, ремонтный набор. Так, давайте пойдем улучшим. Базу. Улучшение базы. Простая кровать, примитивный верстак. Так, блин. Всё.
Поймать 30 палов, нифига себе. Так, мне кормушку еще надо бы сделать, по идее. Примитивный верстак. Ну, давай. Не жалко. В Москве челиков в дурку поместили. За что? Ремонтный набор. Древесина. Он серьезно думал, что он Вова Адидас. Сильно идиот. Да. Надо же. Не хотел банду сколотить. Ну и рофлы. Да, интересно. А. Вот ремонтный стол. Тут, скорее всего, можно сделать, ремонтировать, точнее, оружие. Давай быстрее, беги, 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 беги. О, нормально батрачу. А, я не тот ремонтировал, прикинь. Я не тот ремонтировал. Так, ну пойдемте, давайте еще древесины надыбаем. Ну, в принципе, забавная игра. Такая прям... Кормушка. Угу. Соломенная кровать для палов. Еще одна нужна.
Ягодная плантация. Плантация. Так. Огненный лук. Обыкновенный щит. Пастбище для скота. Прикольно. На белого поменяй персонажа. Почему? А, понял. Нет, не буду. Это плохо. Oh, no, no, no. Так. Пастбище. Плантацию. Так, древесина. Пойдем древесины у себя сделаем. Блин, надо побольше палок. Як поломано. Ядрить там, мамонт. Ща и убьем мамонта, ребят. Требуется полив. Смотри-ка, они лутают вещи. Вот камни лутают. И несут их, смотри, в дом, в ящик. Офигеть. Не, мамонта догоним сейчас, нормально. Да он тут где-то шивается поблизости. Не думаю, что он далеко уйдет. Сейчас я как раз для него лук и стрелы создам. И мы его поймаем. Убивать прям не будем. Конечно. Блин, уже ночь наступает. Так. Скажи, был бы у меня такой кот, я бы не женил. Да. Да ладно.
О. Работай. Во, вместе делаем. Так быстрее. Так. О, смотри-ка, занимается садом. Сбор урожая, полив. Блин, ну круто, да? Круто же, ну. О, молодцы, несут в кормушку. Молодцы. Все. Я пошел. Мамонта. Дрей 30 уровня. А я с ним вообще справлюсь, не? Ой, это я-то зря, походу. Ой, я зря. Ой, зря. Ой, зря. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он вообще недоволен. Он супер недоволен. Да. Он еще и мои пассивы. О, он моих котов убил, бля. Мне пизда. Зря я потрогал этого блядского мамонта. Мои коты умерли. Еще. Жестко. Нет, мои коты. О, выжил. Тяжелое ранение. О, боже. Бля, что ты красивая. Привет, Гудзо. Жесть. Я уж думал, все потеряно. Но нет, нормально. Геншин какой-то. Это называется Palworld. Блин. Ну, игра такая прям. Тут много всего творится в этой игре. Так, пойду за своими ништяками. Сешка тут. Так, забрать все.
Записки странника, день второй. Маленькая душа пала. Походя пешком остров, я обнаружил какую-то сферу, излучающую странное синее сияние. Я беспечно отбросил ее в сторону, когда вдруг находишься рядом с существо, растаял в таинственном свете, будто бы исчезло внутри сферы. Не веря своим глазам, я поднял сферу с земли, и то существо вновь возникло из света и посмотрело на меня с улыбкой. Когда я строил хижину, чтобы укрыться от непогоды, существо стало мне помогать. Я решил назвать своего друга приятелем. Пал — это приятель, по идее. А остров пусть тогда называется остров Палпагос. Остров приятеля Гос. Или типа того. Металлическая руда. Ну, этого добра надо побольше. Блин, сейчас похолодает жестко. Надо бы домой. Моим мелким челиксом. Я вообще за кого играю? Это... Как бы это сказать? Это прогрессивный... Или прогрессивное... существо. Томбой, да. Но с бородой. Да? Что так? Просто... Так, легкое ранение у кого? Угнетающее, так что... Подхалтуры. Так, подожди. Выпустить полов работников. Так, давайте поспим. Ну вот, так я выгляжу. Так, ремонт по набору. Блин, древесина нужна. Так, ну что-то я вообще... Давайте пойдем поймаем еще работников побольше. Нужно больше рабов. Вот этого больше не трогаем. Ну его нахер. Вот для пастбища, наверное, вот этих ребят нужно... Блин, нужно еще больше пал-сфер создать. Уснул из-за стресса. Объедается из-за стресса? Вы чё, ёпта, блин? Какой стресс, вы о чем? А как? А, их погладить, наверное, надо. Ёшки.
Ам, Это ж тупо курица. Вот погладим. Вот так вот. Хорошо. Все нормально у тебя. Я покормлю. Иди сюда. Хавай. Молодец. Все, рассудок возвращается. Молодец. Так, давай ты. И сюда поглажу. Вот, молодец, молодец. Так, покормить. Вот, хлеба поешь, на, хлеба поешь. Вот, поешь хлеба. Сытый, довольный, все хорошо. Дальше поглажу. Вот так, вот так. А ты чё? Блин, вот тебя надо бы вот реально кинуть куда-нибудь, типа. Где оно? Блин, немного нужно еще. Нужно пастбище создать для этого. Пастбище для скота. С котом у меня будет. Строим, строим. Отдыхаешь? Ну ладно. Блин, ну эта курица максимально бесполезна. Вы смотрите на него. Ходит, бля. Мне кажется, или этот кот хочет меня убить? Вы посмотрите на этого кота. Смотрит на меня так и представляет, как этим молотком забивает мне бошку или типа того. Я убью тебя нахрен, когда ты уснешь. О, убежал. А, смена произошла. Хотя погоди. Вот это надо создать. Блин, что так мало древесины? Вот с древесиной у меня прям реально проблемы. Погладим, погладим. Лидер лесозаготовок. Еще погладим. Покормить. Куда? Вот, молодец. Все.
Вот казалось бы лесозаготовка, но лесом не занимается. Что за раст? Ну это Palworld. Погоди-ка. А я же могу. Отлынивает тут работа. Ну, погладим тебя, погладим. Рубка деревьев. Вот, 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 рубка деревьев. Хорошо. Так. О, котенок. А? Осенне, да. Потом лохпет. Меньше за отлынивание конечности. Потом лохпет, другую на лохпет. Спасибо. Так. Ну, я своим ребятам, конечно, рубить не собираюсь. Пока что. Это слишком радикально как-то. Требуется умение охлаждения. Охлаждение. Охлаждение трахания, блин. Руби дерево. О, смотри-ка. О, курочка яйца снесла. Нормально, нормально. Так, хорошо. Так, давай-ка еще стрелы зададим. А, не могу, да? Так, пускай этим занимаются мои мобы. А я пока пойду добуду животных. Так, ну и эти сойдут, в принципе. В смысле, блин? Так. Скорость работы. Рассудок 100, ничего себе. Так. Туда. В смысле? Туда. В смысле? 3 яйца, ёшкин кот. В смысле дерево? Блин, палок, которым не хватило кровати, будут расстроены. Жесть какая-то.
Так. Чё ж они у меня не добывают дерево? М? Магазин, да. Маленький, да. А то вот работают. Этот вот яйца несет, этот камни добывает. Вот этот гуляет такой. Ходит. А. Шерсть. О, одежда. Ого, нормально. Хорошо. Так. Так, помогу котам этим, чтобы не охеревали, таская эти камни. Так. Ё-моё, древесина нужна. Кто ставил за Надежде на подпись? Я 2 дня назад ходил. Ёбнешься в очередь. Чё за Надежде? Что там? Кандидат в президент? Надежда. А почему именно он? Это вдруг? Лол? Нападение? Где эти бомжи? А вон они. Это чё, рофл какой-то? И как они собираются на нас напасть? А! Ну убейте их нахер! Вы чё, прикалываетесь? Они еще в худи. Бронзовые ключи. Ничего себе. Атака отражена. Внезапно. Так. Собственно... О, это дерево рубит? Что он делает?
Ягоды собирает. Окей. Ну, политику не обсуждаем. Вот почему. Мастерское снаряжение для пала. Снаряжение для пала. Так. Так, ты сам спросил. Ну, я спросил, кто такой Надеждин? И он просто он симпатизирует тебя тем, что он против политики Путина, и все. Понятно. Что такое обсуждение политики? Да нежелательно. Тут опять же все сводится к простому такому, как я... Как бы это сказать? Выбору сторон, там прочее, и так далее. Жидкая тема максимально. Ты еще скажи, почему ситуация в Украине, там прочее не обсуждается, блин. И так далее. Почему СВО не обсуждается? Гудзон в бан вообще-то летел. Да. Ну и просто сама вот эта вот сам разговор про политику всегда ведет к негативу какому-то. Всегда. Что он такое писал? Ну, там сильно спорили на какую-то политическую тему, да и все. Ты не подумай, там не было никаких сторон и там прочее, там и так далее. А, нифига себе, Гудзон даже помнит. Вот. Да, я уж не помню такие вот моменты особо хорошо, что было. Блин, у нас так-то государство прям растет. О, 50 штук ламбол изготовил, нифига, молодец. Так. А, я же хотел это. Да, барашек могет. Да готовь, готовь. Да, молодец. Так, теперь надо мастерскую для снаряжения. Блин, коты что-то вообще жестко переживают, я не понимаю. А что так? Кто из вас? Кто из вас в ахере? Ты? Да, поглажу. Вот, все хорошо будет.
Будет у тебя пенсия, будет, все будет хорошо. И котята твои будут образованы, все нормально. Так. Будешь рабов нанимать? Ну как нанимать? Они уже у меня, вот они. Видишь? Вон они. Палы. Не рабы, а палы. Палы, понимаешь? Пал Палыч. Пуховой щит. Так. Инкубатор. Ничего себе. Рассып. Не-не-не. Ну как, ну смотри. Иди сюда. На лесозаготовки, блять. А, хотя погоди. Нет уже ничего. Ладно, давай так. А, ну вообще вам надо бы, сука, семена тут. Ну ладно. Так. Господи, что это прибежало? Такое шумное. У нас спят все. Ладно, давайте тоже поспим. Блин, забываю, что ли. Такой голос. Это Kanye West. Так. Инкубатор, да? Инкубатор. Ну давай. Так, наверное, мне нужно копье или типа того. Набор деревянной мебели для трактира. Лесопилка. Лесопилка. Парашют. О, нифига. О, ничего себе, я смогу. Че, это я голодный? Так, подожди. Хорошо. Одни петухи не работают, а яйца несут. А вот это вот работяги. Смотрите. Лесозаготовки создаем. Так, требуется рубка деревьев. Блин, а кто умеет деревья рубить вообще? Стресс. Ну да, согласен. Так, копье. Стандартный факел. Неизвестный предмет. Откроется после поимки определенного пола. Вот оно что, Михалыч. Ну все, пошли. А, что-то я пошли. Ебать, куда я так сорвался? Мне нужно сначала создать... Так, осколки пальдиума. Так, мне нужно сначала как можно больше сфер этих собрать для поимки. Блин, еще одну котейку бы забрать, но мне нужен другой, скорее всего, который умеет
Дерево рубить. Блин, урон что ли повысить? Или от чего это зависит, интересно? Чё, блядь? Кто там? Мама пришел. Надеюсь, он обиду не держит на меня за прошлый раз. Что происходит? Где он? Блин. Не, ну кативы крутые. Но мне другое надо. Ладно, пойдемте. Нифига там работа прям кипит. О, яйца несу. Так. Деревесина. Это. Так почему все упирается в сраную древесину? Как-то я прям нехорошо поставил вот эту вот тему. Не, ну прям ферма. Прям гордость берет. Так. Сейчас столько покемонов поймаешь, что дуреть можно будет. Яйца несу. Все. Так, но сначала, наверное, поспим, да? Нет, да? Только ночью. Понял. Так, ну тогда... Надо поймать каких-то других покемонов. Чики-пики мне не нужны. Опять котейка. Ой, топор сломался. Блин, я должен был отремонтировать это дело. Ладно. Мне, в принципе, только лук нужен, наверное. Вот только бы не убить случайно покемона, которого хочу поймать.
О! А, погоди. Диносум. Тут есть ПВП. Не знаю даже, возможно. Живность по лору являются покемонами или просто закос в кавычках? По лору это действительно покемоны. Тут, короче, типа есть заметки, записки странника. Тут, короче, написано, что чел попал на остров и вдруг, короче, нашел какую-то херню вот такую. Подумал, что бесполезно, выкинул и вдруг поймал существо. А потом, когда пошел дождь, он такой начал строить себе укрытие, и вдруг этот существо начало ему помогать в строительстве. Он такой: назову-ка я тебя Палом. Типа. И, соответственно, это остров Палов, короче. А нет, он как он назвал? Палагосия или типа того, блин. Палпагос, ребята. Пал Палыч, наверное. Блин, эти котики что-то затевают, как будто, блин. Или убегают от меня. Блин, как много котеек. Классно. Без ПВП печально что-то. Не, ну совместная игра тут есть. Не знаю даже ПВП есть или нет, но... Может быть, кто его знает. Who knows? Who knows? Ну, покемон с пушками для чего? Ну, наверное, что-то будет, но пока непонятно. Было написано при запуске игры, что это бета-версия, типа, знаешь, пока игра еще не полностью, ну, типа, точнее, может работать некорректно и все такое, так что, типа, не осуждайте. Зальда, короче. Ну, типа, да. Он промок или... А, он промок просто. Найтвинг. Мой пиздюк. На. Или нет. Мне кажется, или мне пиздец? What the fuck? Мать твою! Я не нажал! Я не нажал! Я не нажал! Сука! Все нормально? Все хорошо у вас? В начале картинка выходит Unreal. Уже, это же не покемон. Погоди. И этот человек прошел Dark Souls. Ну, блин, я не нажал, не среагировал. Это, блин, между прочим, птица, которая стреляет ветрами. И всем игрокам Dark Souls известно, что птицы страшные твари. Они кошмарят просто нереально. Стрим проплаченный. Не, ну, в принципе, окейная игра, правда. Я просто сам редко играю в выживачи.
Наверное, поэтому мне нравится. А так, людям, которые вот дохера отыграли уже, ну, они типа такие, ну, ничего особенного. Опа! Смотрите, как там какие-то эти мелкие челиксы. О, а мне как раз такие нужны. Слушай, они у меня будут, знаете, чем заниматься? Они у меня будут работать на плантациях. Блять, пиздец. Ах ты мразь. Иди сюда. Поймал. Есть говнюк. И этого поймал. Телесная жидкость пала. Пот. Синот опять хвастаться пришел. Так, что там? О, нифига себе. Платина на реквиеме. Мощно, мощно. Финал мощный, определенно офигенно, охуенная игра. Надо поиграть, да. О! Кремисы. Не знаю даже. Похоже на собак. Всё. Ты куда? Вот ублюдок убежал. Более качественная шерсть, чем ламбола, и более подходящая для домашнего разведения характером. Однако Топала всегда держали в качестве... Я не дочитал. А вдруг там написано секс-раба? Непонятно. Так, еще 2 сферы. А если просто убить мясо и там прочее? Мясо! Расчлененка покажет. Нормально. И покатился. Чики-пики. О, нифига. Сальтуха. Блин. Блин, как будто маленьких пилей забиваешь, знаешь. Иришки, чики-пики, да. Блин, вот эти вот непонятные твари. Я хочу посмотреть, какого цвета твоя кровь. А, блин, тихо, 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 тихо. Я выкинул. Блин, я промазал. Давай кремис. Смотрите, смотри. Мощно, мощно. Так, ну давайте я типа выбираю тебя, пенгулет. Во. Теряя свою шапочку, начинает повидать, пока не станет. Сгниет окончательно.
Удивительный пол. Потеряв свою шапочку, сгнивает. Кошмар какой. Гниет просто. Гумос. Погоди, заблокировано. Подожди. Прокачка. Ну, давайте урон. Не знаю. Или скорость работы. С одной стороны, зачем, да, скорость работы? ХП еще можешь повысить. Давай, наверное, ХП. Тут как-то больше решает пока что. А урон... От оружия зависит чисто. Да, ХП, ага. Ну ёб твою мать. А как переместиться? Быстрое перемещение. Я не понимаю. А как работает быстрое перемещение в этой игре? Что-то я не понял. Мясо. Мясо. Жесть какая-то. Они еще бегают такие. Блин, я не даю реализоваться моему пингулету. Как игра, ну вполне себе прикольно. Пока. Вполне себе окей. Блин, я мог так-то добежать до сюда, скорее всего. Блин, да, наверное, стоило добежать до туда. Ай, давайте добежим. По пути поохотимся. Оказывается, да, вот только вот от таких мест можно быстро перемещаться. Короче, так я сделаю. О, сундук! О, щит! Национальный костюм холодных регионов. Сейчас. Одену свой национальный костюм. Якутский. Нормально. Игра чувствует, кто играет, понимаете? Охотник. И она такая, типа, все. Из Якутии, видать. Да. О, кстати, смотрите-ка. Поменялись. Эти. Ночью другие покемоны выходят. Блин, вот это вот надо поймать. Как звали этого покемона? Не Райчу, не Черезард, а который вот типа Вульпикс или что-то типа того. Как лиса такая огненная. По-моему, Вульпикс. Вульпи. О, Палсфера, лол. Да, поймаем. Где этот Вульпикс? О, еще одна Палсфера. Так, сейчас я вот это активируем сначала.
А, это осколок Полизиума. Так. А, кстати, я тогда еще и лук смогу изготовить более крутой. Скорее всего, из этих покемонов и падает, ну, штука. Расходник. Какой-то что-то огненный материал какой-то непонятный. Блин, скоро начнет холодать, кстати, надо поторапливаться. Блин, срут везде всячески. Где вульпиксы? О, Найтвинг. Мой все, потом разделаюсь. Дерьмо кусок. Так. Блин! А чё они исчезли? Как тут генерация работает процедурно или что это вообще? Взяли и исчезли просто. Все, да, быстрое перемещение, улетать надо отсюда. Ну. Еще одна полсфера. Блин, я еще голодный. Все. Спят работяги. Быстрое перемещение крадет собаку. Ну, я не представляю, как бы это было бы без этого. Вообще лютый трэш был бы, наверное. И спал. Блин, вот рубка деревьев. Вот ручная работа. Фокс Паркс. Мне нужен чел с рубкой деревьев. Бита. Ядовитый лук. Двуствольное ружье. Дозарядная винтовка. Охуеть. Не, ну ради винтовок или хотя бы пистолета, ну надо развиваться. Я хочу получить это. Депрессия от финала. Блин, ну не надо, не намекаем. Потом. Я держь проходить буду проходить. Так. А что будет, если я... Это действие приведет к потере пала. Пал будет помещен в ваш контейнер для пал. Так, погоди.
Ну так-то лучше. Открой доску рецепта предмета. Погоди-ка. А как? Технологии, наверное, да? Национальный костюм. Тканая одежда. Блин. Бат. Карьера. Карьера. Так, инкубатор и... Так, что там мне требовалось создать? Симулятор фермы с рабами. Типа, да. Так. Ну, просто симулятор фермы, так скажем. Не будем. Не будем опошлять все это. Так. Дробилка. А что такое дробилка? Где она? Подвесная ловушка. Что позволяет ловить мимо проходящих палов и действует только на маленьких палов и на людей. Да-да-да. Вывеска еще, ничего себе. Блин. Смотрю на тебя. Похереваю. Давай помогу. Как-то стресс, наверное, ловит эти дела. Так. Плантации делать бы. Но. Плантация-то уже построена. Животное, например. Ну, блин, я вообще хочу, да? Блин, надо бы. Ну, смотри-ка. А, я же хотел пастбище. Пастбище. Да, это пастбище здесь поставим. Вот как будто бы можно было где-то. Ну ёпта. Вот было же. О, все. Строим. Он что, ребенок, он женщина. С грудью есть и что еще. Прогрессивная женщина. Ебиба. О, отчаянно хавать пошел. У них еще и рассудок есть, чтобы ты понимал. У них еще и рассудок есть, чтобы ты понимал. У них, если что, может поехать крыша. Чики-пики используют предмет красной ягоды. А им имена давать можно отдельно, наверное, да? Что-то мне кажется, что можно.
Добро пожаловать на ферму шизофрении. Да. Вот так, кто такой я? Так, инкубатор. Инкубатор я построю. Инкубатор. 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 Вот сюда поставлю. Ты тут ходишь, петух? Я не понял. А, так он не свой! Сдохнем нахуй! Так. Влажное яйцо. О. Хе-хе-хе. Ля, воин, как звонит. Ну, мясо тоже надо, да. Я зашел в эту игру самоутверждаться. Я слишком много страдал в этой реальной жизни. Так, давай-ка я сюда еще курицу вот так вот положу. Не знаю, даже они будут заниматься каннибализмом или типа того. Ебать, я гет. Да-да-да. Рядом. Мертвая курица еще валяется рядом. Ебать. Кошмар какой-то. Место задержится. Так, кто там? О, не на наш район зашел. Или что? Кто? Вы нападаете или как? Чем вы заняты? Ну ладно. Пускай. Вот для таких вот ублюдков надо, знаете, что сделать? Надо создать вот эту тему. Блин, вечно древесины не хватает. Go Street for Life. Это чертовы балласы на канале просто. You pick wrong house, fool. Give her tomorrow. Где-то, кстати, я тут недавно на одном такси ездил, чел в машине, слушал рэп. Лирика в которой, по-моему, была написана, ну, текста этим Кличко. Там, знаете, какие слова были, типа: хорошо смеется тот, кто хорошо смеется. Что там еще было? Так.
Завтра было, вчера, сегодня было, завтра было, вчера, и вчера было завтра. Что-то в этом роде, блять, я слушал и хуевал. И чел прям принципиально не хотел переключать, как будто бы, я знаешь, ну, прям, ну, понимаешь, типа, картину со стороны? Я вот с женой и 3 детей в машине, и этот мудак, короче, слушал эту песню, блять, вообще, типа, а там, типа, такая блатота, типа, звучит, типа, или какая-то, ну, непонятная, ну, типа, вроде блатота с одной стороны, а вроде со стороны, как будто бы, там, чел поет о том, что ему тёлка не дает, что-то в этом роде, какая-то непонятная хуйня какая-то максимальная. Така какая-то. Открытая дверь всегда открыта. Да, что-то в этом роде. Блин, ну я хуй знаю. Ну, типа, ему самому не стрёмно было, не смешно, блядь, я хуй знаю. Он то ли зарофлил, то ли что. Немного жарковато, немного ускорился с углублением. 50%. Наконец пришел. Явился, не запылился. Давай, работа. Работа. Так. Ой, зря, наверное. Так, погоди. Вот это же надо сделать. Мое главное дерьмо. Получен навык ветряной кинжал. Это у моего этого Тимона. Блин, знаете, вот эта вот хрень выглядит как виселица, нахуй. Удручающее какое-то зрелище сейчас. Смотришь на это и думаешь... Я думаю, там типа скоро кого-то повесит. Да. Так, древесина нужна. Открытие первой KFC. Да. Скоро. Бля, они так прикольно работают, вы гляньте. Там вот эти вот бараши ходят, линяют. Эти яйца, это вот. Ты где пасешься-то, ё-моё? Сюда, блин. Так. В центре где-то. Так. О, Пал вылупился. И кто там? Селарай. Ебать, это кто? Вольно странствует, распустив по ветру крылья, путешествует до тех пор, пока не... Кого? Это кто? А где он? И чё? Я не понял. Наверное, в контейнере где-то бродит. Смотрите, как блюдо посева делает.
Давайте вот этих сюда. Селарай. О, прикольно. Транспортировка. Погодите-ка, он что умеет? Селарай. Вода. Полив и транспортировка. И все. Телесная жидкость пала. Перемещается с высокой скоростью. Ну чисто ресурсы носить туда-сюда. Ну окей, в принципе. Прикольно. Но он, наверное, хорошо дерется. Кстати, а что я должен... Почему у меня имя Плея? 600 кто-то там. Дробилка. Какой дробилка? А, вот она. Понял. Окей. Примитивная печь, горячий источник. Примитивная печь, горячий источник. О, нужен 9 уровень. Окей. Так, кстати, давайте-ка сразу сюда выпущу этого, чтобы занимался посевами. И вместо одного петуха, наверное, вот этого. А, оружие повреждено. Да. Так. Ай, елки, куда я?
А. Найт. Перевес, перевес. Так. Морозотворный орган. Помогает легче переносить морозы. Ага. Так, характеристики. Давай урон. А я уже думал, он всю ночь типа работал. Этот пингвинчик. Но нет. Время так не работает. Здесь, по крайней мере. Так. Так. Да еб, опять древесины не хватает. Нормально так 20 сфер. А, тут еще и разные сферы типа есть. Не просто полсфера, еще какая-то другая есть. Судя по всему, да. Уф, работа, работа. Надо приложить вот эту вот запись к моему резюме и портфолио. Типа намек на то, что я типа люблю работать. Так, взять эту штуку.
Так, отлично. Так, биту создаем. Хотя... Да, нифига себе, я могу готовить, что? Вот это пога, не знал. Внезапно, внезапно. Прикольно. Так, ну все. Можно, в принципе, пойти. Примитивная печь. Давайте. Выбивать дерьмо из всяких животных. О, мне вот эти вот ребята нужны. Баллас, да. Блин, вот этого сейчас еще ушатаю. За всю херню. А, блин, попало. Найс. Давай, 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 давай. Да в смысле, блядь? Так я убивать не хочу. О! О! Попался ублюдок, блядь. Чревоугодник? Я чё, типа, какого-то этого поймал? В смысле А, он хавать любит? А, я не так подумал. Я уж подумал, он типа жестко грешит, все такое. Трипал сфера, ну. Поймал грешник. Не рукоблуд. Ну, как говорится, еще не вечер. Все может быть. Все может быть.
Блин, вот тут что-то интересное творится. Пойдемте. Плавать умеем. Ну что это за хрень? Статуя пала. Собирать предмет статуи пала, делать подношение монументу силы, чтобы силить свой навык поимки пал. Вот оно чё. Только буду в чате хватает. Он меня поймал, ребята. Видите, это я. Боб Малафилд, да? Нифига себе, что за дерево такое? О, это что за дерьмо? Ифант. Уйдет. Поймать. Опа. Держи, братан. Изи поимка. Давай. Некоторые утверждают, что большой объем воды, выделяющийся из ученых кипятим, что ищет споры на это счет. Топли. И фанс. Я слоника поймал. Плод мастерства. Семейный пулемет, плазмомет искры. Что? Что я поднял сейчас? Ты смотри. Ничего себе. Используйте на поле, чтобы он изучил навык плазмомет. Семенной пулемет. Симен. Машинган. Симен машинган. Искры. Зеленого слоника. Ну, он вроде голубой слоник или белый слоник. Что делает его еще более сюрным? О, вот эти говнюки. О, вот эти ребята мне нужны, походу. Да. Они 100% умеют. Ой, это же обезьянки. Халтурщик, блядь. Ой, сука. Опять ламболов нужно поймать, оказывается. Чилет. Танцор равнин. Блин, он какой-то человый. Давай вот сюда пойдем. Потом, если что, этого чилета поймаем. О, сундук. Бронзовый ключ. Так. Опа, интересное место. У меня же есть. Ну да. Совсем забыл об этом. Блять, упаду. Так, тихо. Что проходить? Вопрос хороший.
Я боюсь спросить, но ТРДР на платину проходил? Ты чё, мразь? Юпитер. О! Нет, ты-то мне и нужен. Чё тебе надо? Оу, щит! Тихо. Срочно на базу. Чуть не умер. Технологии. Так. Горячий источник мне сказали сделать. Примитивная печь. Да ну нахер. Ладно, хотя бы горячий источник сделаем. Я думаю, в горячем источнике мои челиксы смогут... Телесная жидкость палась. А я же хотел новел пройти. Добавил в избранный и забыл про... Был бы мне еще РДР. Ну тогда из того, что было. Из того, что я советовал. Блин, как песень монстра, или как она там называлась? Эти новеллы советовал. Интересная, кстати. Вот, дровосек. Все, сюда. Работать. Блин, вот сейчас начнется нормально. Так, Найтвинг. Тифант. Просто поливалка. Мне нужно как раз практическую работу сделать, но так лень. Понимаю. Мне вот очень лень писать практическую работу по этой теме. Ну ты понял. По do not feed monkeys. Смотрите. Работает. Жесть. Да. Блять, как же он работает. Так. Давайте вот вместо котеек всех. Все, обезьянки. Го. Ебашьте. Хотя вместо одной обезьянки я все-таки одну котейку поставлю. 9 уровень. Вот котива. Помогу котейке с добычей этого сраного камня. А то смотреть прям тяжко на него. Как он ебашит. О, нормально. Работа кипит, хорошо. Вообще кайф. Так. Да. Давайте, наверное. А я смогу сейчас поспать? Не могу.
Все. Твою мать. Твою мать. Я еще ломать не так смогу. А, вы, говнюки, голодаете. Охуеть. Полив им нужен. А ты разве не умеешь поливать? Чел! Ты чем, сука, занят? Поливай нахуй. Пиздец. О, жестко они тут насрали яйца. Это тебе не факторио, да. Реально. Яичница. И какая же забавная игра все-таки. Привет, Ятрок. Батрачит, батрачит. Все, они ушли на перерыв, смотрите. 1,4 миллиона человек играет на данный момент. Охуеть. Жестко. Это очень много. Это овер дохуя. Топ-3 за все время попал. Да уж, кто бы мог подумать. Кто бы мог подумать. Все снижит жопу Nintendo. Командик. Так. Поджигает палов огненными стрелами. После их становится легче поймать. Ядрить. Давай огненный лук. Ну, пока боярин теперь свои покемоны. Блин, ну наконец-то, да. 1.8 и контроль догонит. Нихера себе. Не, ну, вообще, игра, конечно, прикольная вообще. Она подкупает именно вот своей вот этой вот сеттингом классно. То, что у тебя, сука, покемоны, прям реально буквально покемоны, которых ты ловишь там покеболом, и они у тебя еще и, сука, работают, типа, ты развиваешься, создаешь всякое разное дерьмо, оружие и так далее. И в конечном счете у тебя могут быть автоматы и так далее. Ну, просто свое какое-то вот прямо государство может создать. Это прям жестко. Иди ищи крутых покемонов. Да, я сейчас вот снаряжаюсь потихоньку. Ну, я думаю, мне 40 стрел хватит, наверное. Ну, хотя бы давай 50. Хотя бы 50. 50 хватит. А то 80 до хера как. Ark Survival на минималку. Ну, мне вот Ark Survival, по крайней мере, своим сеттингом и вот этой вот своей, как его, игровой вселенной вообще не привлекала ни разу.
вообще не привлекало. А покемоны, они, ну, прям, ну, для каждого человека близко, мне кажется, эта тема. Это интересно. Вообще не смотрел покемонов. О, я смотрел. И фишки гонял жестко. И это прям как-то, ну... Да. Блин, так, погодите-ка. Хочу поставить этот сундук. Ебать. Что еще там было? Вот это... Бабло, да, еще положим. Не знаю, зачем она. Но надо, я думаю. Позже. Так. Волокна. Грибы, ингредиент для еды. Ткани. Да, очень жесткий микс. В общем, игра прям любопытная. Очень. Так. Все, в принципе, погнали. Погоди. У меня же мясо есть там какое-то. Только отмена. Алло, алло, алло. Алло, алло, алло. Кебаб из ламбола, блин. Блин, как же это забавно. Это по сути как, типа, прочитать кебаб из Пикачу, там, типа. Просто охуеть. Вот этот говнюк вообще бесполезный получается. Я его нахуй сейчас просто удалю. Вот этот. Побольше обезьянок. Кебабчу. Кебабчу. Так. Алло. Алло. Алло, алло. Так. Вот как будто бы верстак. Плонк. Вообще снаружи надо его поставить. Давай так и поступим.
Ай-ой-ой-ой. Ай-ай-ай. Так, давай карьер еще построим. Пускай там мои коты работают нахуй. Как проклятые, блядь. Ой, так, погоди. Еще 3 надо. Так, карьера для котов. Перспективная карьера, да? Обещали они. Карьере. А, это радует смотреть на него. Поливает семян. Посев семян делать просто. Семена раскидывает. Это батрачим просто жестко. Работано. Так, вот вместо этих бомжей надо бы тогда еще одного кота. И в принципе... Так, вот это ко мне пускай со мной будет всегда. А что он делает? А в чем прикол кремиса этого? Ну, допустим. Сюда. Так. Больше 1000 покемонов. Не, ну вот это вот реально работа. Ой, как же они херачат тут вообще жесть. Так. Вот этот, что он дает? Иногда заставляется спустя шерсть. Если прикрепить постройки пастбища для скота. А, да хуйня. Не, поменяем. Пускай. О. О, как паркс. Пускай. Короче, этот будет жестко поддерживать огонь, в котором, знаете, что будет? Жестко готовится яичница. Все. Где-то леса. О, бежит. Давай, работай. Во. Едрить. Нормально. Так. Теперь тут тканая одежда. Так, тут нужен рабочий. Тут еще один примитивный верстак поставим. Так, что там по дереву, ребята? Вот так, да? Так, чтобы много собрали, конечно. Ну, пойдет. Камня нет. Что у вас там с камнем, ребята? 16. Ну, блин. Партия негодует. Что-то медленно работаете. Все. Ебашьте стрелы, я приду сейчас. Убью парочку зверятов.
Чилета, ёбну. Или еще кого-нибудь. А, там эти, олени были. Олени. Олени ушатаю. Обезьянки. О, а это кто такие? What the fuck is Лимфанг. Поймал. Угу. Наш. Тактик неприступного плота. Обладает интеллектом 5-7-летнего ребенка, способен быть хорошим напарником, но зарегистрировано немало случаев убийства хозяинов. Чё? Подожди, что? Чё за криминальные сводки пошли? Это чё было? Подожди. Так. Где он? После активации садится на голову игроку и стреляет во врага из пистолета-пулемета вслед за атаками игрока. Ебать. Так. Но зарегистрировано немало убийств, немало случаев убийства хозяина особами, освоившими оружие. Жесть. Прикиньте, это животное, если доберется до ствола, то оно меня попытается убить, возможно. Прикол. Так, давайте до Чилета. Окей. Полсферы 2 штуки. Найтвинги. Нихуя себе, блядь. Кое-как поймал. Чуть не умер при этом. Что это шумит? О, что это? Вау. Воу! Тихо, 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 тихо. Какой-то легендарный типа. Кристалл Палзиум. Окей. Брать свое снаряжение текущих палок, бросить вызов боссу башни отряда браконьеров Рейн.
Что это значит, интересно? Танцор равнин. Ну, что-то я сомневаюсь насчет танцора равнин. Ценная шерсть зверя. Блин, как же я сильно сомневаюсь насчет этого файта. Блин, вот нету ничего, что как бы нам помогло бы хилиться. А что такое? Душа. Так, ну давайте хотя бы вот оленя этого. О, сотка. Блять, я убил просто. Блин. Это я увлекся. Черт, я его убил просто. Что за шо? О, мост. Давайте. О. О. Так, это брать надо. Охереть темно. Надеюсь, они это как-то пофиксят, вот эту тему с темнотой. Вот это похерить темно становится просто. Жизнь какая-то. Браконьерный еще. Чего? У них пистолеты? Блин. Я путаю кнопку.
Там я от этих браконьеров, по сути, ничем не отличаюсь. Привет, Рэмбо Мэн, здорово. Ух, нифига, что за животное классное. Примитивные патроны. Е3. Что тут происходит? Депрессу. Поймал. На, хедшота лови. Где депресс? Убежал, что ли? Все, наш. Освободить пал. Нокс, если на ночной дороге вы нашли волосок этого пал, лучше его не трогать. Это билет в один конец в вечную ночь. Нифига себе. Жить-то какая. Так. Сколько у меня... Так. Урон поднимаем. 7 сфер. Нормально. Четко. Very good, very nice. Так. Давайте на базу. Так, на базе. Все, в принципе, окей. Все спят. О, как много яичниц приготовили. Молодцы. О, солнце высоко, ребята. Работаем, работаем. Так. Что-то я хотел. Технологии. О, примитивная печь. Трехзарядный лук. Это прям супер классно. Украшение с перьями. Красивые серьги с перьями, кажется, будто они защищают владельца от смертельных ранений в голову. Окей. Так, что вы там? Нормально? Блин, что так мало дерева, ребята? О, ну. Камни хорошо, нормально. Так. Отремонтируем все. Рок. Так, камни. Нормально. Так. Примитивная печь. Пламетворный орган. И 3 камня. Так, ребята, у вас перерыв. О, молодцы. Хорошо. Так, дерево. А что это? Странно. Сортировка. Так, окей. Сколько мне стрел? Стрел у меня 0.
нужно делать? Чего? А, что-то я не то делаю. Воздушная пушка. Всё, против Чилика можно выйти на бой. Ну, хорошо. Примитивная железа. Маленькая душа, ставшая по своей, может нанести удар, монумент силы. Монумент силы. Окей. И кирдир с хрустящей корочкой. Жесть. Так, все, погнали. Дыхание дракона. Блин, на самом деле мне надо бы с ним ходить, наверное, он типа ультра какой-то жесткий. Темный шар. Ну.
Так, быстрое перемещение. Давай сюда. Так. Вот это что такое? Это, видимо, и есть монумент силы. Кажется, оно. Башня отряда браконьеров Рейн. Бросить вызов боссу. О, понял. Понял. Так. Я понял. Так, тогда давайте Челету пойдем. Этим я сейчас займусь, конечно, боссом. Но после Челета. Челет. Это будет прям показатель того, что я готов ко всему. Практически. На данный момент, по крайней мере. Ну и в принципе покемон у меня мощный есть. Это ламбол с дыханием, блять, дракона. Так, где этот Челет? Вон он. Блять. Блин, я сейчас помру. Я перепутал кнопку. Я хотел кинуть покебол, бля. Я хотел кинуть покебол. В принципе, блин, чё я с лука на него этого битой подойти, пиздить его нахер. Как будто он меня может сблизи бить как-то круто. Нет, наверное. В натуре что-то я перекатываюсь, бью его. Изи-пизи что будет. О.
Мать твою. Утрамбовали просто. Нормально, бля. Да, Члет нам не давался. Члет нам сопротивлялся. Пистолет Карпун. Монумент силы. Еба. Вот он же, монумент силы. И чтобы оно было, типа, надо вот это вот все исследовать, и только тогда. Понимаю. Да как ты не попадаешь-то, вообще не понимаю. Да какого хуя, бля? Ну это фулл кал какой-то. Ой, весь этот игровой день пытаюсь разъебать этого чилика, но он прям не дается. Ну, видимо, только лук нормальный надо изготовить или огненные стрелы уж должны пойти. Вот. Как будто только так. Да, видимо, огненные стрелы нужны. Опа, вы кто такие? Каприки. Ну хотя бы их-то убьем. Ну хотя бы их давай.
Едрить, они ни хера не простые. Ну, допустим. Мать твою, мать твою, мать твою. Вау. Да, было, черт побери, жестко. Мясо каприти. Полезно, богато питательными веществами мясо, исходящий от него ягодный аромат пробуждает аппетит. Вкусно, вкусно. Так, плазмомет, кстати, да. Это можно было бы Ноксу. Плазмомет. Хотя, вы гляньте на этих здоровенных ублюдков, как они. Воздушный колобок, воздушный. Вот вместо воздушной пушки можно было бы ему дать, на самом деле. Скорость работы. Кстати, он такой легендарный. Типа, работать прям хорошо может. Еще. Интересно, интересно. Ладно. Так. А что эти дают? Они, походу, что-то дают, да? Покров ночи. Малоежка. Ну это прикольно. Редкий. Ладно, потом с этим разберемся. Потом. Так, сейчас нам нужно пойти хотя бы... Давайте вот сюда, наверное, как пойду дальше. Вообще на базу надо. Но давайте уж следующий этот откроем. И потом уже на базу. Мало как-то у нас всего снаряжения нет. Так. Немного руды, на всякий случай. Такое ощущение, что скоро понадобится. Фанта. Винка. Так, тут что-то есть. Записки странника, день 3. Так, исследуя остров, я наткнулся на нечто похожее на древние руины. Неужели здесь когда-то жили люди? Я принялся расшифровывать фрески на стенах и обнаружил способ изготовления тех удивительных сфер. Если использовать синюю руду, которую можно найти на этом острове, назовем его палзиум, в качестве катализатора можно сделать сферу из простой древесины и камня.
Этот рецепт я тоже запишу в устройство. Я нашел раненого Пала, который не мог двигаться. В качестве эксперимента катнул в его сторону сферу. Так мне удалось поймать еще одно существо. А чё он такой большой барашек? Он редкий. Редкий барашек попался. У него есть навык дыхания дракона. Он огнедышащий. Блин, не дойду. О, дошел. Уф. Так. Давай в ту сторону пойду. Селарай. Так, у меня такой селарай есть. Вот, 200 метров туда. Сейчас доберемся. У меня такой уже есть. Уснул. Барашки. Руби. Руби. Блять. Да не переусердствуй, ебаный в рот. Ты чё, хорош? Чуть не убил их. Принтеру. Найс. Комбат. О, украт. Какой крутой. Давай его берем. У него шляпа еще есть, ничего себе. Давай, ушатывай его, ушатый. Да блин, стой. Ублюдок. На. Тихо. Блин, он чуть не умер. Капец, среагировал. О, что? А нахуя вот было убивать его? Ну хотя ладно, в принципе, чё. У меня нет ничего. Блин, прикольный остров. Надо будет сюда переместиться. В следующий раз. Голоден. Годжи Сатурн. Годжи Сатурн. Пурпурным хуярит, да. У меня овечек такой. Непростой. Так, может попытаться еще раз поймать украта. Не убежишь, тварь. На. Блин, ну ты, конечно... Убил просто. Ты убийца. Он просто своего этого убил. Собрата. Хладнокровно. Нормально. Все, на базу. Так, кто? Катрес какой-то есть.
Блин, вот Чилет жесткий, конечно. И Катрес, наверное, будет нереально мощный. Полный ветров. О, молодцы, поработали. Молодцы. Блин, я... Ща. Я, по идее, должен был убить кучу... этих... покемонов. Ну ладно. Блин, как эта хрень называется? Типа какая-то жидкая хуйня нужна мне. Семя? Ну типа. Я даже, ну я вот реально, по-моему, типа реально семя потом. Ага. Старательный. Принтер, светлое создание, хладнокровный. Блин, сплошные плюсы. Давай вот вместо него. Так, где тут? Так он вообще бесполезный гандон получается, вообще никчемный. Ну вот единственное, что прикольно, мне кажется, так, огненный выстрел. Так, темный шар. Так, торнадо. Ну вот моего бойца заберу, Саларая. Депрессу. Так, его надо бы отправить на рудники работать. Пускай там депрессует в натуре. Что-то мне хочется его на рудники отправить. Да, вместо одного кота отправим на рудники. Пускай один кот отдыхает. Лидер лесозаготовок. Вот. Вместо вот этого чувака. Все. Рудники ждут. Вперед. Так, не, давай ты... Ты прям хочешь камни, да? Давай ты вот, мистер обезьян. Рукастый. Будешь создавать для меня стрелы. Охлаждение? Пенгуплет. Так, тогда вместо этого... Вот. Все. Работа ждет. Гоу, 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 гоу. Полив? Ты идешь на полив? А ты кушать, да, пошел? Ну ладно, быстрее заканчивайте полив. Молодцы, молодцы. Да, работа, 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 работа. Во-во-во. Да, я помогу. Так. Классно. Великая игра.
Ну, мне кажется, мне хватит... Давайте 45 стрел. Угу. Всё, отмена. Угу. Так, и... Примитивная печь. Во, камни. Так, камни, камни, камни. И еще с рудников сейчас заберу. Во. Так, и примитивная печь. Куда бы его так поставить? Нормально. Разжигание огня. Привет, Фрид. Дядька в покемонов играет. И как тебе игруха? Да, знаешь, на удивление, пипец прикольная. Она очень забавная. И моментами проскакивает такая мысль, что она, ну, нихуя не детская, она очень многогранная. Тут даже не касается мемов, там, типа то, что эту игру, там, не знаю, параллели приводят с тем, что она, типа, это... там про... Как это называется? В качестве игры про рабовладельчество. Это, блин, это вот не только про это, не только про это, много о чем еще. Я тут прям свое государство реально строю, и чувачки мне как бы, ну, супер стараются, готовят, работают, вон, на рудниках, на лесозаготовках, на плантациях. Плантации. И, ну, тут, да, всякое такое. По приколу вещи делаем. О, металлические бруски, след такие делают. Скоро таким макаром дойдем до... Блин, погоди. Не ты. Угу. Нифига себе. Скоро таким макаром дойдем до... технологии огнестрельного оружия. Небольшой пистолет-пулемет для пала. Лифманг. После активации бля, охуеть. Мне всего лишь 5 слиток нужно. Давай, давай еще одну. И у меня будет этот ублюдок стрелять из головы. Так. Все, я ему сейчас создам этот. О, кайф, я металлический топор, кирка. Качественный верстак, ребята. Бля.
Я давно подобную игру хотел, чтобы выживать, чипетов ловить. И они сражаются и все такое. Блин, игра супер веселая. Она тупо фановая, просто реально фановая. Типа уже даже слушок пошел такой, то, что эту игру хотят какие-то душнилы запретить. Вообще не понимаю. Блять, пиздец, блять. Ты посмотри нахуй, это че, болтер? Ебать. Зачем? Ну, за то, что она, типа, про рабовладельчество, типа, пиздят они нахуй. Я автомат делаю. Для моего покемона. Так. Мои палы. Так. Где он? Сейчас срочно надо вытащить этого чувака. Моего пала. Пал Палыч. Вот он этот. Он у меня еще будет, давайте... Один. Тактик неприступного оплота. Пиздец. Просто он рожден держать эту пушку. Он просто рожден держать эту пушку. Да, это все эта игра. Так, сейчас вот это еще сделаем. Я с помощью этих перчаток смогу удержаться за этого моего покемона. Вон он летает, который. И мы сможем летать. Глайдить. Балдеж. Ну да. Ну просто мемы вокруг этой игры такие ходят и все. Чисто вот поэтому. Так. Лифман Крикойл. После активации садится на голову. Я хочу увидеть это, блин. Хочу увидеть это. Так, погодите. Улучшение характеристик. Так, наверное... Давай урон повысим. Его как будто бы, блин, жестко не хватает. Чё, я вернулся из-за работы, да? Ах, вы уроды, блядь. Так. Перчатки забыл. Давайте поможем им поливать. Так, кстати, у меня же вообще там... Деликатес. Каприки с травами. Видал одно видео, обзор на нее, там чел создал мужика с бородой 10 размеров сисяндер. И еще на 4-м году беременности от пивас. Но у меня как-то наоборот. Это, по идее, девушка. И все. Так, каменный топор. Блин, а как же, где? Я не открыл эти технологии. Давай откроем. Качественный верстак для этого нужен, наверное, да? Древесина и гвозди нужны.
Короче, создавайте гвозди, ребята. Я пошел на войну. Будем воевать. Вот с этим чёртом. Лифман Крикойл. Сука. Ты посмотри на эту иконку. Так. Сейчас, подожди. Ну давай. Да ты чё? Да ты прикалываешься. Он реально стреляет. Ща. Не, ну с таким-то я прям, ну точно. Я должен победить. Да. Смотри, какой злой, жесть. Сидит на моей голове. Я пришел, ублюдок. О, кому-то пиздец. А, у меня первая победа над боссом. Получено очко древней технологии. Я его не поймал. Я его просто безжалостно убил. Я псих. Зачем я это сделал? Ебать. Блять. Да, можно, но, блять, я покебол забыл создать. Блин, я ебанат. Я его просто убил его. Но он меня дохуя раз убивал уже, поэтому я как-то со зла решил его просто ушатать и все. Вон, мертвый валяется. Давайте вот Элрая пока позову, наверное. Металлическую руду побольше. Блин. Для этого металлическая кирка нужна, по идее. Я голоден. Так. Дай-ка еще раз Лифманка позову. Ща постреляю. Давай сюда. Просто всех убить решили. Так. Блин, это теперь мой любимый покемон. Это мой Пикачу. С автоматом. Так. Так. Давай позову тебя.
Во-во-во-во. Хорош, хорош. Красава. Нормально. Так, ну погнали. Надо бы глайдером использовать, воспользоваться. Во! Офигеть, как это круто. Он практически прямо летит. Ахуе. Это ахуе. Это чистая ахуе. Так, мне надо бы выносливость поднять на самом деле. Так, с помощью этих осколков создаются покеболы. Ползюмы. Большое обычное яйцо. Интересно, кто вылупится оттуда. О, покебол! Одна есть. Так, ну... Ловить-то, в принципе, некого. Так, нужно бросить вызов боссу башни отряда браконьеров Рейн. Ну, как будто бы я могу сейчас это сделать. Вот на этой башне. Да, я могу сейчас это сделать. Но надо бы поймать одного вот такого. И что, эта игра по кросс-платформе, то я вообще думаю, еще на мобилу нашел мобайл. И нашел мобайл версию. Реально есть на мобайл версии? Офигеть. Не знаю. Сейчас мы этого рейд-босса ушатаем. О, ну-ка, 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 ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Че это? Окей. Понял. А, она типа тоже мастер пакет. Он. Зоя и Гризбольд. Тихо. Блин, знаешь, кого надо? Вот его. Что это? Что это? Опа. 25 тысяч хп, но, блин, дохуя как-то.
Стрел нет, пизда. Бля. Я просто должен преследовать поездом. Бля, бля. Блин, по идее почти убил его. Лихманка еще не готов. Давай, стреляй, 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 ублюдок! Да блин, тайминг не попал. Тайминг не попал. Ну, в принципе. Нормально. Так. Блин, вот этот челик собрать, что ли? А у меня это на паке было. А, один есть. А, ладно. За что это вообще такое? Так, давай на базу. Подготовим снаряжение. И вернемся. Ноль древесин. Хотя бы камни, сука, делали.
А, утро наступило. Работать начали. Ладно. Типа я лежа восстановлюсь быстрее, да, походу? Или что? Нет, походу. Так. Что я хотел сделать? Качественный верстак. Ебать, по металлических слитках нужно. Это не игра. А, так, погоди-ка, вот это пока, пожалуй, отменим. Так, гвозди есть. Слитки 7 штук. Так. Я не понял. Отдыхаете? На работу, блин. А, ты тоже отдыхаешь. Ах ты тварь ебаная. Пошел нахуй. Просто, блядь, не работать не хочет. Я его хотел его выкинуть просто реально. Так. Где там? Во. Котейки жестко работают. В жопу этого урода. Так, горячий источник нужно еще. А, я не убил покемонов. Хотел убить покемонов, но не убил. Ладно, потом убью. Так. Мало. Как-то сделаем. А, древесина. Я не понял. Вы чем заняты-то, ребят? Голоден? А что у вас творится вообще в жизни? Ебать, у вас еды много. В чем прикол, ребят? Может, объясните, что не работаете? Я не понял, у них профсоюз появился, что ли? Жареные гвозди есть? Есть. Так, металлический сетки соберем. Окей. Придется самому работать. Так. Еще 4. Если, кстати, не создать вот эти вот лесопилки, вот эти вот карьеры, или что это? Как это место называется? Да, карьер. Лесопилку, карьер. То они пойдут вот деревья рубить, камни долбить. Прикольно вообще. Так. Угу. Так, металлический. И так. Старый лук. Трехзарядный. О, я вот трехзарядный сейчас сделаю, ёбаный в рот.
Так, подожди. А я вот реально не понимаю, а в чем прикол-то? Сука, хватит отдыхать. На рубке деревьев охлаждение требуется. Так что, вы должны делать, что ли? Рубка деревьев. Да вы рофлите. Вы же раньше рубили деревья, в чем проблема? Они реально залупи, что ли? Никогда этот палп использовал в качестве оружия продолговатых предметов вроде веток деревьев, но с началом отношений с людьми нашлось кое-что поэффективнее. Ружье! Сука. Блин. Ему можно создать ружье, веселая стрельба в течение определенного времени после активации. Обстреливать врагов вокруг и штурмовой винтовки. Блять, автомат. Автоматом начнет пользоваться. Ё-моё. Пистолет-гарпун. Металлический. Так. Металлический слиток. Металл нужен. Тут есть еще одно мрачное описание, как раз таки вот моего Пикачу. Вот это вот. Обладает интеллектом 5-7-летнего ребенка. Вдумайтесь. Способен быть хорошим напарником. Блять, игра сломалась. Да за что? Бля, я надеюсь, ничего не пропало там. Короче, там было написано дальше. 5-7-летним ребенком способен быть хорошим напарником, а также умеет пользоваться пистолетом-пулеметом. И из-за этого бывают случаи того, что они убивали своих хозяев. Типа, что-то такое, блядь. Вообще пиздец. 12 лет в покеболе. Кто понял, тот понял. Сказочный мир. Я большое обычное яйцо, кстати, с собой таскаю же. Надо бы его отнести. Инкубатор. По номеру. Так. Спор ягод. А почему бы перестали работать? Добыча ископаемых. Вы чё, с ума нахуй сошли, блядь? Здесь руби. Так. Пошли. Да кто это все время летает рядом?
Как можно больше руды нужно. А. Оружие повреждено. Пало людоеды, пизда. Так. Мне понадобится автомат. Где они? А, нету стрел, бля. Жестко. Вот так вот. Вот так вот, да. Вот так вот и живем. Мрачный суровый мир. А как они так быстрее меня прокачались? Ничего себе. Мои покемоны. Ну, вообще, вот этот мир с покемонами, вот этот вот, он как будто бы приближен к реальному миру. Намного. Чем тот, что в покемонах. Тут люди используют покемонов прям реально как вот трудяк там. По жесткому их. Так, металлический топор. Дай кирку. Надеюсь, тут не будет какого-то покемонского борделя или типа того. Это было бы очень жестко. Древесины не хватает.
Да, металлическим так-то быстрее древесина добывается. Понычно. Так. Ну-ка, заценим. О, еба! Вы гляньте, как жестко. Теперь можно вообще не париться по поводу дерева. И скорее всего насчет всего остального тоже. Трехзарядный лук. Блин. Сейчас я столько стрел сделаю. Урон. Блин. Блин, давай камень еще добудем. Нормально. Вот бы еще как-то быстро восстанавливалось это все. Так. Так, мне еще и покебола нужно. Так, пока оставлю задачу сделать дохера стрел. Точнее покебол. Погоди. Ничего себе. Не так все просто. Потом, может быть, по приколу еще внутри мебели поставлю. Что это обезьяна орет?
Жизнь дурка просто. Найди свиней. Ну, я думаю, найду их. Когда придет время. Заебал. Не надо, да? Так говорить. Это типа, знаешь, как в этом. Как там, блин. Это же отсылка была к... Как там? Ферме, да? Как там? По-моему, Паланика книга была. Там что-то типа ферма называлась, я точно не помню. Ну, типа она. Я вообще не помню точно, как она называлась. Типа случай на ферме или типа того. Как она называлась? А, скотный двор. О, скотный двор. Охереть, вспомнил. Скотный двор. Сатира. Нормально топ металлических этих. Да. Ну все, хватит. Так, достаточно. Диносум. Как вы думаете, это вот Диносума и Абасум? Так. Ну вообще да. Нихуя он. Поймал! Лол! Не, ну этого я точно не смогу. А вот этого еще может быть. Но проблема в том, что он слишком близко к этому. О, правильно, правильно. Давай, отбегай. Отбегай, отбегай, отбегай. Мать твою. Курочка попала под крестный огонь. Перекрестный огонь, точно.
Дир-дир. Не особо сильно помогло это. Блин, ну как же дохуя мне ягод, оказывается. Нахуя таскаю. Но выкидывать не хочу. Надо. Так, ну в принципе древесину могу выкинуть. И... Не, кожа еще как будто бы нужна очень. Отвертка. Да блин, ну давай скушай еще на каприте. Или давай вот лифманку ему дам. Вообще не жалко ему отдать такой кусман. Точный жесткий кусман. Мясочки пики. Ну типа как будто зря получается убил эту курочку. Будет, если ее просто возьму и выкину. Ну да, еще кому-нибудь. Вот, Стелла Рая дам. Все, зашибись. Полетели. Блин, вот этих еще можно... А, хотя нет. Мне же места нету. Так. Всё. Блин. На древесину. Вывих? Ой, это по утрам ему сложно ходить. У кого? У тебя? Отдыхай, елки. Что там у тебя вообще творится? Давай погладим тебя. Молодец ты какой. Давай покормим тебя. Вот. Во, заебись, да? Все, давай. Так. Ай, горячий источник, ну ё-моё. Да кого я должен поймать, что кто-то появился? Сбруя, позволяющая взять в руки пала после активации на огнемет в руках игрока. О, так, беру. Огнемет. Так.
Нормально. Так. Блин, там мне нужно теперь. Да, вот это. А зачем вы спускаетесь туда вниз? Вы там камни добываете, что ли? Ну... Не, ну оно само напрашивается прям. Блин, зачем я его убил? Опять у меня жажда крови заиграла. Привет, Гунтис. На Fortnite похоже. Нихуя. Ну, разве что только рисованностью отчасти. Но это совсем другая игра. Это совсем другая игра. Привет, Гунтис. Прикольная, веселая игра. Давай иди сюда. Так. Не понимаю хайпа вокруг этой игры. Ну, ёпта, покемоны работают. Могут держать стволы. Типа, веселая игра довольно-таки. Реально веселая. Не понравилось. Так, вывер. Нихера долбит. О, неплохо, прям неплохо. Еще Фурьевым понравилось. Да-да-да. Да-да-да, им точно тоже понравилось. Да, в качественного верстака намного быстрее стрела делается. Наверное, в копии вообще сильнее. Да. По-любому. Надо бы Арсену сказать. Ну или вообще, если у кого есть Palworld, то может попробовать вместе поиграть. Это реально, походу, тупо топ. Как Вольфхейм, типа. Да, по сути, как Вольфхейм, но у тебя очень много всяких разных питомцев, которые могут выполнять работу. Причем вот питомцы разные совершенно. Вон там вот водяные покемоны поливают огороды, к примеру, да? Огненные, например, вот металлические слитки в этих печках делают. Ну тут вообще всякое. Супер прикольно. Так. Наверное, гвозди еще нужно сделать максимум. Работайте. Шерсть. Давай. Наверное, шлем себе сделаю этот. Пусть знает.
Украшение с перьями. Не, ну прикольно, когда тебе не надо бегать по базе, все делать как в других играх. Ну тут типа да, помогаю. Первое. Так, защита 15. Ну, в принципе, да, добавил защиту. Так, атаку будем пробовать. Так, ну все, let's go. Надо с боссом разобраться. И так, давай-ка вот эти вот рога я здесь оставлю, пожалуй. Так, наверное, стоит сделать деревянный сундук. А ты что там, блин, внутри делаешь? Так. Блин, как же немного дерева мне приносит. Вообще хорошо. Так. Тогда получается мне вот эти челиксы не нужны. Нахер. Пускай каторжники работают теперь. А, он у меня на вывих. Блин. Ну куда ты, котейка? Стой, 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 стой. Ну куда ты каторжником? У тебя ж пиздец. Блин, погоди. Все, все, все. Дайте поглажу. Вот здесь сюда, иди, мощь, молодец какой. Дайте покормлю охуенной едой. О. Вот, вот. И давай иди сюда. Отдыхай, блин. Отдыхай, блин. Очень комфортно, стоит половины 100. Ну, скоро что-то появится на свет. Чё отгребем? Ну, возможно, возможно. Мистер Депрессия. Давай его отправим на каторжную работу. Где работать, говнюк? Так. И стрелы надо бы. Ну чё по камням вообще? О, другое дело совсем. Молодцы. Молодцы. О. Все, когда приду, чтобы все было готово. Ну а мы погнали. Так. Стрелы есть, все есть. Сильные мобы есть. Вроде как прям все, что нужно, есть. Можно даже не пропускать. Интересно, я могу поймать этого покемона и... О, прикол. Так.
А, блин, тихо. А, блин. Половина есть. Стрел мало. Голоден, ебать. Давай танкуй. Давай дыхание дракона. О, хорош. Ноль процентов. Блин, нахуй я кину? Бля, пизда. Давай убей его. 5000 всего осталось.
Нормально, нормально, нормально. Но мне лучше к нему не приближаться. Давай, ебашь! Стоп! Давай, давай, давай! Убивай его, динозавр, блядь! Бля, динозавру пиздец. Бам! Нахуй просто. Забил его просто. Убил ее. Так. И что я имею? Древних технологий. Небольшой мешочек для еды можно разблокировать иную ячейку для автоматического приема пищи, автоматически происходит помещенную в ячейку еду для необходимых. Ну, хз, странно. Нифига себе, можно скрещивать палов и делать более крутого пала? Серьезно? Так, интересно. Мясницкий нож. Нож для разделки призванного пала во время использования команды погладить меняется на Что? Блять, я могу призвать пала, типа, уйди, иди сюда, и потом разобрать. Пиздец. Так, ну это... это круто. Стол фармацевта. Надобье. Это уже не... это уже Дикимона. Там было сокращение. Ну а что ты скажешь насчет этого? То, что я могу забивать. Так, ну... Давайте броню надо бы мне. Оседлать. Крутая тема. Ну и разбирать палов. Типа, хуй знает, это такой пиздец, если честно. Ну и мартышка с дробовиком мне точно нужен. Я не знаю. Этот... не знаю. Ладно, потом с этим разберемся. Так. Вот пистолет-гарпун мне точно понадобится. Какой раз тут куда больше, да.
Не, ну я хочу посмотреть на это. Я хочу на это посмотреть. Я просто, блин, не могу. Это надо глянуть. Грин... О, чего? Гринтейл. Жесть, что я только что... Видео? Нифига себе. Ночью хуярит, стоит просто. А этот просто уснул. Это что за пиздец? Что происходит? Почему он так жестко? Так, руководство по выживанию. Окей. Все. Видимо, обучение кончилось. Ну все, давайте спать. Ебать. Охуеть может. И ебашить. Жесть. Гордость берет за своих работников. Так, кстати, блин, мне интересная жидкость пала нужна. И, кстати, пистолет. Вот он. Металлический слиток 30. Я как в реале, да. Блядь. Так. 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 А, ну да. Мне нужно построить монумент силы. Пускай эта крутая штука стоит тут. Блин, этому коту вообще нехорошо. Усилить свои способности. Ну да, хочу. Мастерство поимки. Усилить пало. Ну, вот этого давай, конечно. Ядрись, скорость работы, все дела.
Круто. Катива ленится. Блин, фармацевт, наверное, походу нужен. Я думаю, только с помощью фармацевта сможем вывихать, излечить. А, кстати, какой-то у меня же супер покемон появился. Вот он. Грязевой выстрел. Ну окей. Так, кто хочет на рудники? Ну ни хрена себе. Этот динозавр может жестко ебашить дерево. О, смотри. Хавать сразу пошел. Так, покормить его. Поднять. И сюда, блядь. Теряем стримера? А чё? А, хвостом бьет. Так, уличеном только Балдур играл. Звоночек. Получается, да. Так, быстрое перемещение. Надо бы, наверное... Нихуя себе, 23 уровень. Как-то дохуя. Наверное, давай в башню переместимся. Отсюда я на глайдере. Дай бог, долечу. О, смотри-ка, ублюдки. Ну, этот замес мне нужен, да. Примитивные патроны. Бля! Бронзовый ключ. Так, а что если это паром? Ничего. Блин, грустно. Так, может какого-то редкого покемона встретим, кстати говоря. О, еще один браконьер. О! Они так-то 10 уровня. Охуеть их много.
Нормально. Вообще огонь. А вы как? Куда? В смысле? Может, поймаем тебя? Поебать, да? Ничего себе. Так. А куда я шел? Пенкинг. Нихера себе. Пенкинг. Ну, видимо, я шел к Пенкингу. Пенкинг. Угу. А, ёпта. Знаете, что я вспомнил? Мегасфера. Моментальное приспособление для поимки палов. Улучшенные характеристики позволяет ловить. Ну. Окей. Так, я вспомнил, что я, по идее, могу оседлать оленя. И до сих пор этого не сделал. Опачки, яйцо. Так. Кушай, кушай, кушай. 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 Так, все. Теперь надо бы найти... Вот это вот быстрое перемещение штуку. Блин, почему все время взмахи крыльев каких-то? Надо игру перезапустить, по-моему. А, вот тут Пенкинг, да? Арканунг активировал награду за 100. Арканунг активировал награду за 110. Угу. Здорово. Привет. Что за игра? Pal World называется. Прикольная игра. Вот они, мои покемоны. Смотри. Работают, ебашут. Деревья рубят. В плантациях работают, поливают. И на рудниках. Смотри, как он счастлив работать на моем карьере. Типа пабга? Не. What the fuck? Прикольная игра. Так.
Технологии. Дай-ка средневековый стол фармацевта создадим. Ползем. Ползем нужно опять. Окей, давай добудем. Заодно и камни. О. Так, средневековый стол, да? Так, работаем. Солнце высоко. Блин, у моего кота там сейчас рассудок. У него крыша едет, ребят. У него все, крыша едет. Так. Забираем его. И в кровать. Блин, его надо как-то полечить. Медикаменты низкого качества, лечение простуды и суставов не восстановит. Окей. Готовим. Как раз вот для кота моего подойдет. У него вывих. И это как раз для сустава. Норм тема. Ну и судя по покемонам, там тоже была эксплуатация монстров, не только мафик между но их тоже припахивали и на стройках, и как рабов. Некоторым вообще в кайф было это делать. Класс. Низкого качества, блять. Медикаменты низкого качества. Вот. Все, вывиха нету. Я надеюсь. Ну как будто бы, да, смотри, какой ебать довольный нахуй. Да, вывиха нету, ребят. Успех. Так, медикаменты низкого качества тогда в поилку, кормушку поставлю. Пускай, если что, сами хилятся. Спасли кота. Нормально. Вообще. Так, металлические слитки готовы. У некоторых покемонов там на мясо пускали один парфет, чего стоит. Их запекали с луком. Серьезно? Такие моменты были покемоны? Я нифига себе, я не знал.
Окей, так, тогда давай сюда. О, упоминания были. Типа просто за разговором, типа челик такие. О, Farfetch, помню, я его кушал, был вкусный, типа с приправами, да, там какие-то. Что-то в этом роде. Конечно, смотри. Так там утка уткой. А, нифига. Покемон. Покемон. Депресс отлынивать работу. Так. Давай я вот этого возьму к себе. Нокс. Он такой бесполезный просто. Нокс. В смысле синхронизация уровня? Он на самом деле 14-й, и он стал 12-м из-за того, что я такой типа 12-й? Охуеть. Окей. Металлические слитки. Блин, гарпун, кстати, да, надо бы сделать. Нормально так. А, вы не местные. На нахуй, на нахуй, на нахуй, на нахуй. Нахуй. Так. Шашлыки есть, чики-пики. А, отлично. А, только что из этих курочек делаем вот шашлычки. Так. Тринадцатый. Нормально. Так. Давай скорость работы попробуем увеличить. Ну, как будто да, увеличилось.
М. Так, мне нужны жесткие каторжники. Так. Характеристики. Блин, мне этот чел нужен. Крутой. Выглядит классно. Бах-бах. Как только вы зайдете во владение этого пала, за вами тут же начнут светить два огонька глаз. И это не метафора, они действительно светятся. Можно оседлать, чтобы передвигаться по земле. Обычно во время езды верхом атаки этим элементом усиливаются. Ничего себе. Подожди. Погоди. Осколки. Ух, нихуя, арбалет. Большой контейнер для хранения продуктов, прикрепительные... Замедление порчи продуктов, ничего себе. Потрепанное чучело. Чучело для тренировок, сделанное в виде палого. Пингулет. Что? Осколок. Так, подожди. О, вот это вот тема. Сейчас. Похож, да. На кота из Алисы похож. Чеширский кот. Так, и кто там вылупился? Ламбель. Хуя. Крутой, походу. Жесть. Ой, ты какой, нихуя себе. Оно еще и пасется, ничего себе. Мотиваторы. Диэлектрик. Кайф. Не, ну этого сюда тогда. Пускай дерет. Ебаш. Так. Тут 41 стрела. Катива с трудом выполняет работу. Да отдохни, господи. На тебя смотреть прям больно. Охуеть. Оно не хочет отдыхать. Отдыхай. Так.
Блин, кажется, я сейчас арбалет создам. О, не. Копье. О, копье. Копье. Ну и арбалет давай. Хули нет. Так, копье. Копье. Вместо бейсбольной биты. Это бейсбольная бита, это вообще какой-то кринж. Нихера, но длинный, нормально. Хорошо. На мамонта. Ну, можно посмотреть, сколько наношу урона. Но мне кажется, вряд ли. Меня мамонт просто с говном скушает. Очевидно. Так, что-то я голодный. Так. Да. Это мощно. Ну, нормально, кстати, перезаряжается. Не так уж и долго. Так. Ну что ж. Мамарест. Я надеюсь, еще один челет появится. Хочу поймать челета. Челик это. Так. Давайте пойдем теперь переместимся. А, я же хотел... Так, погодите. А как тебя оседлать? Блин. А, так это же здесь, да, я забыл. Вот. Седло. Сидит, стоит, ждет меня. Oh yeah. Жесть, прикольно.
Это супер классно. Так, теперь давайте переместимся тогда. Ну, давайте вот сюда. Там что-то есть. Так. Мама, арест. Ну, в принципе, 4000 хп всего лишь. Хуйня же. Так. Давай-ка вот этого челика. А, понимаю. Был неправ. Наверное. Просто атомный взрыв. Просто взорвался. Охренеть просто. Да херня 4К всего. Ну да. Я был уверен, что херня, но как же я был неправ. Блин, он убил моего этого покемона. Ё-моё. Ладно, сейчас вот это вот добудем и отправлю моего овечку на базу спать, чтоб отдыхал, набирался сил. Блин, не то. Даже вот так он как-то медленно скачет. Ну ладно. А прикинь, если его поймать, интересно, какие у него характеристики будут. Да, это надо. Это надо выяснить. Так. Да ёпта. Блять. Так. Быстрое перемещение. Вот отсюда поскачем. Ну, чел какой-то. Первый раз тебя вижу, неужто ты не отсюда? Ладно, мне насрать. Раз уж ты здесь, советую заняться поимкой палов. Даже за палов одного вида может получить много опыта, считается 10 штук. Тренер палов становится опытнее с каждым пойманным палом. Вот возьми, удачи. Окей, ладно. Вроде бы грубила, но вроде бы и нет. Вроде и помогла. Записки странненькая, день непонятно какой.
11. А, нет. Вчера мне пришлось почти сразу вернуться назад, но та башня никак не уходит у меня из головы. Я кое-как подготовил снаряжение в дорогу и решил попытать удачу еще раз. Только хотел отправиться в путь, как услышал за спиной звук выстрела. Вчерашний парень охотится за мной. На этот раз не сойдет ему срок, мы с моими палами дадим ему отпор. Палы немного перестарались и убили незнакомца. Но мне дорога моя жизнь, другого выхода не было. Этот мир таит в себе секреты. Я понял, что в конце прошлого года, когда вернулся к вопросу строения земного рельефа для своих исследований, наблюдая за островами на карте, я, к удивлению своему, обнаружил, что одно место кажется каким-то пустым. Там что-то было изначально. Даже странно, что я этого не замечал. В одном лишь этом месте явно чего-то недостает. После нескольких месяцев подготовки мне удалось на основе своей теории установить примерные координаты этого острова. Я решил отправиться туда в одиночку на корабле. На корабле? Блин, меня дрочит этот звук, но... Взмаха крыльев. А чё за хуйня? Почему она не перестает? Здесь игру перезапускать надо. Ладно, в принципе, скоро все равно закончим. Просто мы тут заценим, что есть. О, еще одна. Ладно, ушли. Странные пингвины. Потом с ними разберусь. Эй, ты что потом? Они мне вообще нахер не нужны. Камановский. О, ну, Камановский явно как камни должны и долбить. Вот эти ребята, вот, да. Ой, блядь, перестарался. Айка. А, жидкость. Мне как раз эта жидкость и нужна. Здоровяк. Так. Камановский. Тяжелое ранение. Блин, Камановский вообще ни разу не долбит камни. О, вот эти свинки, может быть, кабанчики. Опять перестарался. Ну, видели, он хавал этого Камановски. Мясо роша. Кожа, кость. Блин. Тут кости тоже пойдут в работу. Я смогу кости как-то использовать. О, Викси. Какие-то новые тоже покемоны.
Чтобы нормально прокачиваться, надо как можно больше их ловить. Разных покемонов. Или одинаковых. Yep. Yep. Мост какой-то. Блин, еще один динозавр. О! Маленькая душа, полсфера, монетки. О! Пикачу! Куда? Электротворный орган. А, ебать, мы пропустили точку быстрого перемещения. Я прям как Тоторо. А, оно внизу. Небольшое поселение. Внушающее доверие Виджилант. Ничего себе. Лол. Привет, тренер Палов. Нынче тут стало совсем безлюдно, но до прихода браконьеров район жителей было больше. Из-за них еще и пособие на питание резали бы дальше некуда. Дай знать, если будет нужна помощь, я возьму за любую работу, только плати. Наемник? Торговец палами? Пала на продажу. Ни хера себе ценники. Ну, охуеть. Смотри, а я тоже так-то неплохо. О, найтвинги хорошо стоят, но их продам. Они для меня бесполезны. Удивительно, что найтвинги так много стоят. Токо-токо. Яйцеметатель. Ну, чисто бабки заработали, окей. Деревенский любитель сплетен. И когда-нибудь случалось видеть пещеру? Говорят, в них обитает много редких палов. А еще хранят свои сокровища палы, имеющие привычку собирать предметы. Если найдешь пещеру, обязательно дай мне знать. Ух ты, пещера надо дать заценить. Так, бродячий торговец. То, что у них вот
показываются левелы, это довольно-таки забавно. Качественный медикамент, тупо шприц. Героиновый. Кошмар. Так. О, рога могу купить, в принципе. Молоко. Ну, самое, что интересно, это чертежи. Ободки с длинными чешуйками. Так, подожди. Особый. Так, что за чертежи еще раз? Шляпа-котелок. Шляпа земледельца. Ведьмовской колпак. Ну, давай ведьмовской. Звучит хайпово. Так. Язва желудка, перелом. О, давайте вместо ягод у нас будет семена пшеницы выращиваться. Вообще топ. Хотя, с одной стороны... Да зачем? Короче, давайте посмотрим другие какие-то, может, есть торговцы. Глава поселения. Эта территория находится под контролем отряда браконьеров Рейна. Они нападают на путешественников, отбирая у них посев и ценности. За них деревня пришла в упадок, а ведь когда-то она процветала. Можешь с ними разобраться? Награду, правда, предложить не могу. Так я уже убил их. Ну как? Победил уже? Рейна. А что такое? А, это металлическая руда так выглядит. Инг, пока. Здорово. Что вы тут делаете? Блин, 7 надо. Готовка выглядит прикольно.
Полулюдоеды, ребята, напали. Пиздец. Ну хотя бы одного лимфанку поймал. Респаун. Второго поймал. Отлично. Так, и надеюсь, эти лиспанки, суки, любят работать. О. Давай, иди работай, кабан. Ведьмовской колпак. О, найс. Ну не трои, пожалуйста. Ну что ты, куда ты, ну? Да не пасись, иди сюда. Давай. Как будто быстрее делать, что ли? Продает для особо праздничного меню. Блин, классно. Так. Национальный костюм полут региона. Так. А, ведьмовской колпак. Сука. Ну и... Да. Окей.
О, пещера. А, пиздата, блядь. Я стрелы оставил охуенно. Найс. Монеты золотые. Мау. Блять, убил. Что за шут? Он как-то аккуратно стреляет. Нифига у него золотых монет. Нормально. Ничего себе. Не убежишь. Мастервитый. Нормально. Браконьеры, браконьеры.
Погоди, или то место, откуда я пришел? Нет, что-то другое, да? Да, тут что-то... Фудлер какой-то. Блять, я убил его нахуй. Да че такой? Бедняга. Бедняга. Блин. Какой-то покемон. Интересный. Мяу. А, вот мяу нужен. Gonna catch them all. Gonna catch them all. Pokemon. При любом раскладе я могу так делать. А вот. И это не выход. Нормально. Да, блять, ты нахуя я убил, блин, ублюдок. Не дается.
Угу. Блять, я не хотел убивать. М. Этот данж вообще непонятно, что из себя представляет. Просто место обитания, в котором могут появиться редкие покемоны. Типа с какой-то долей вероятности. Будьте здоровы. О, пудлер, пудлер. Найс. Пудлер, пудлер. Интересно. О, вот это уже интересно. Ладно, я пошел спать. Сишка-то. Давай, спокойной ночи. Депресса, 3 ночи без сна. О, редкий. Редкого поймал. Найс. Ну все, классно. Выход в подземелье удался. Редкий покемон в кармане. О, нихуя себе, это что такое? А. Ну, допустим. А, и просто вот так вот выйдем, да? Окей, хорошо. Подземелье не такое уж плохое место. Там реально что-то можно поймать крутое. Very good, very nice.
А, у нас же еще вылупился какой-то этот. А нет, скоро вылупится. Какой-то супер. Покемон, наверное. Ну, там яйцо было особенное. Так что... Черт его знает. Что может быть? Фабрика сфер. Давай фабрику сфер звучит. Круто. Я хз вообще что древесное здесь. Порох. Пера. Блин, прикольно, быстро делает.
И чё с котом? Язва желудка, пизда. Это же мой первый самый кот. Блин, надо этого кота на отдых отправить. Умрет. Точно умрет. Нормально. Так, 30 секунд до углубления. Дождемся. Посмотрим, что там. Пиздец, он прожорливый. А. Так. Гринтейл. Неуклюжий. Блин, еще один. Ну, ладно. О, Фудлер, я знал, что должен уметь работать. Давай, иди на рудники. О, смотри-ка. Шустрый. Так, вместо кабана надо бы тогда еще одного Фудлера, если он есть. По-моему... Блин, Фудлера больше нет. А, не, есть. Пришло время. Мясницкий нож. Так, ну давайте попробуем. Так, давайте попробуем одну обезьянку призвать.
Так. А, я его не забрал еще. Он должен быть экипирован. Так, подожди. А может она на убитых диких работает? Ну, нет, она... Погладить меняется на разобрать, ебать. Не, погоди, стой. А, во. Во! О, блядь, ебать, нихуя с... Ебать. Он просто... Охуеть. Да. Игра вылетела нахуй. Да, зарубил. Ну ладно. Отличное завершение стрима, я считаю. Зарубил своего покемона. Так, ну чё, прикольно. Будем продолжать. Скорее всего, будем чередовать. Lords of Fallen, а потом Pal, наверное. По очереди будем играть. То есть сначала за один стрим Lords, потом Pal. Или чисто Pal будет, я не знаю. Ну, посмотрим. Но Lords of Fallen надо бы пройти. Определенно точно. Игра веселая, мне понравилась. Чертовски прикольно. Классно. Ну что ж, ладненько. Всем спокойной ночи. Спасибо всем, кто был. Хорошо посидели. Всем пока.
Всем пока.